чтобы рассмотреть красоту в деталях, ощутить напряжение каждого момента и разделить эмоции финала. Наслаждайтесь фигурным катанием на любом устройстве в видеосервисе ВИК. Ростелеком. Технологии и возможностей. Выступает Ростикс. Эффектное вращение, безупречное приземление и сочный финал. Максимальный балл и максимальный момент удовольствия от вкуса любимой курочки и любимого спорта. Ростикс. Настроение есть. Среди бескрайних просторов, где бьется сердце настоящей свободы, находится она. Земля приключений. Здесь природа рассказывает свою удивительную историю силы, красоты и величия. Ты готов стать частью этой истории? Дальний Восток и Арктика ждут искателей приключений. Сними короткий фильм о своем путешествии. Участвуй в конкурсе. Вступи в гонку за главный приз – 3 миллиона рублей. Пеший, водный или зимний маршрут. Выбери свой путь к победе. Земля приключений покорится настоящему путешественнику. Условия на сайте путешественник.тв.рф. Добрый день, уважаемые дамы и господа! Приветствуем вас во Дворце спорта города Казани на всероссийских соревнованиях среди юниоров ИДЭЛЬ-2025. Через несколько минут мы начнем соревнования среди танцевальных дуэтов в произвольном танце. Уважаемые зрители, мы напоминаем вам, что курение запрещено во всех помещениях Дворца спорта. Также во время соревнований запрещена фотосъемка с использованием вспышки, поскольку это может привести к травме спортсменов. Убедительно просим вас выключить звук на мобильных телефонах и не бросать предметы и цветы на лед. Подарки и цветы, вручаемые спортсменам по окончанию выступления, должны быть полностью завернуты. Большое спасибо за понимание. Прежде чем спортсмены выйдут на лед, разрешите представить официальных лиц соревнований, оценивающих данный вид. Старший судья и судья номер 5 Лолита Лапунская, Москва. Судейская бригада. Судья номер 1 Мария Грибоносова-Гребнева, Москва. Судья номер 2 Алексей Двойников, Нижний Новгород. Судья номер 3 Лариса Казьмина, Санкт-Петербург. Судья номер 4 Сергей Чемоданов, Московская область. Судья номер 6 Наталья Богуш, Самара. Судья номер 7 Марина Сучкова, Москва. Представляем техническую бригаду. Технический контролер Юлия Андреева, Москва. Технические специалисты Иван Волобуев, Москва. Лариса Федосеева, Санкт-Петербург. На лед приглашаются участники первой разминки. На разминке находятся Ульяна Трушникова, Кирилл Ведерников, Кировская область. Ангелина Синько, Тимофей Пилипенко, Свердловская область. Ульяна Черных, Роман Федотов, Пермский край. Капиталина Кряковцева, Арсений Ивлев, Самарская область. Разрешена 5-минутная разминка.
В эфире Первого канала фигурное катание. Это Гран-при России, юниоры. 4-й этап, который проходит в Казани. И начинается очередной день снова с танцев на льду. Это будет произвольный танец, огромное количество творчества, эмоций, нервов. Ну и, конечно же, выдающегося спортивного поведения. Потому что фигуристы у нас отличаются тем, что они, в отличие от других спортсменов, другим кататься не мешают, а только могут помочь. На комментаторской позиции Василий Соловьев и призер чемпионата Европы Иван Букин. Приветствую тебя. Привет, привет, всем здравствуйте. Как настроение? Боевое после вчерашнего? Да, Я имею в виду после да, ритм танца, а не да. после чего-либо еще. Нет, мне очень понравилось, ребята все молодцы, старались, так что я остался в очень приятном впечатлении. Посмотрим сейчас произвольные программы. Это всегда можно найти какие-то вещи интересные, потому что именно молодые пары... Больше простора для да, творчества. не боятся Не пробовать. боятся. Да, Ну супер, вот у нас на экранах Ульяна Трушникова и Кирилл Ведерников, которые тренируются у Татьяны Кротовой и Ирины Федоровых. И кататься они будут под саундтрек из кинофильма «Агенты Анкл». Смотрел? да, я смотрел, да. Да, Давно, значит, правда? ну, но- всё, давно, да. Да, это фильм уже... Надеюсь, будет какая-то интересная тема, может быть, даже с юмором. Все-таки фильм был с юмором. Ой-ой-ой. Вот вам Аккуратнее, какая аккуратнее. напряженная разминка. Я в первый раз вижу на разминке, честно говоря, за последнее время, что кто-то падал и еще и с визла. Ну, на самом деле, когда 5 пар на льду, это всегда, да, не очень безопасно, и мы все стараемся очень внимательно друг за другом смотреть, потому что всегда есть такой момент, когда кто-то едет спиной, а ты, например, начинаешь элемент, и можно столкнуться. То есть могло показаться, да, ей, что что-то кто-то движется, и в этот момент немножко потеряла концентрацию. Это их тренер Елена Чучкалова в таком суровым взглядом после падения ученицы. Ну, конечно. А спортсмены это Ангелина Синько и Тимофей Пилипенко из Свердловской области. Они будут кататься под «Ангелов и демонов», тоже саундтрек, сплошные саундтреки. А следующий саундтрек у Ульяны Черных и Романа Федотовой. Это будет «Список Шиндлера», тоже одна из самых популярных и трогательных тем в фигурном катании. Да. Ну, это их тренеры Полина Генсен, Валентина Тюкова. Вот интересно, нужно ли, что называется, смотреть фильм для того, чтобы сделать программу хорошую на музыку из фильма? Или это такая немножко миф для нас, для зрителей, для комментаторов? Вот на самом деле я тоже не знаю, потому что мне кажется, это выбирает сам спортсмен и тренер при постановке или уже когда поставлена программа и, может быть, как-то более вжиться в образ, потому что все-таки программа ставится на льду, ты не можешь прям быть актером, то есть у нас есть правила, и ты обязан их выполнять. Вот. Ну, Но вчера кое-кто у нас был прямо актером, кто Глеб Гончаров, который Да. такие вещи вытворял забавные. У нас на экране Алекс Судаков, это тренер из Самарской области, который работает с Капитолиной Кряковцевой и Арсением Ивлевым. И у них программа не на саундтрек. Первые, да, Первые, да. в списке, кто не с саундтреком. Ну, то есть весьма относительно все-таки эта связь, да, с кинофильмом, потому что, ну, нам, зрителям, ну вот саундтрек, и мы как будто бы проникаемся, вспоминаем что-то. Ну, мне кажется, все равно общую историю ты, конечно же, берешь. Если ты берешь саундтрек, то ты, конечно, к ней придерживаешься, к этой истории ближе, пытаешься донести, наверное, ту же мысль и историю, но все-таки мы стараемся всегда как-то выделиться и, может быть, добавить чего-то своего, потому что, ну, прям скопировать, наверное, это было бы не очень. То Ну, есть, да, понятно. наверное, эмоционально, энергетически внутри ты пытаешься приблизиться именно к этой истории. Если это трагедия, то трагедия. Если это, наоборот, какой-то юмористический или комедийный фильм, то ты стараешься быть более веселым и, ну, стараться показать именно ту энергию и тот посыл, который и в фильме. А характер и энергетика, они как влияют на прокат? Если фильм
фильм, например, такой трагичный, как «Список Шиндлера», не давит ли такая тема? Ездишь себе грустный и печальный? На самом деле это не так просто, потому что у нас же есть еще очень много элементов, и ты всегда думаешь о том, как правильно выполнить шаги, как докрутить вращение, сделать хорошо твизлы. И как раз эмоциональный фон, он иногда пропадает. То есть показать хорошую, такую грустную эмоцию, вот как «Список Шиндлера», очень нелегко. Это такая взрослая и сильная музыка. Тем интереснее будет посмотреть, как ребята сейчас интерпретируют юниоры, пусть даже им уже 17-18 лет. Да, сейчас у нас кататься сначала будет «Агент Анкл», все понятно, но мы ждем выступления всех участников этой группы. Ульяна Трушникова и Кирилл Ведерников из Кирова. «Агент Анкл». Симпатичная пара, совсем молодые ребята. С большим удовольствием исполняют свою программу. Ну, что тут скажешь? Желаем им, вот, чтобы это удовольствие не проходило в их жизни никогда. Да, ребята молодцы, неплохо катались, немножечко эмоционально они где-то пропадали, где-то обратно возвращались к этой истории. Вот. Все сделано неплохо, но вот мне показалось, что было немножко
много двух рук, то есть рука в руке все время ребята катались. Хотелось бы чуть более близких позиций. Вращение в другую сторону. Твизлики немножко разошлись, ну, и как раз им ставят третий за них. Какой-то из фичерсов не был выполнен. На блоке партнера немножко пошатало, но он справился, молодец, потому что блок такой тоже достаточно сложный элемент. Комбинированная поддержка. В замедленном повторе, конечно, это выглядит уже не совсем как танец, а как такое старательное выполнение, да, некоторых вот элементов. как раз о том, что я говорил, немножко ребята пропадали, они хорошо начали эмоционально, но вот У тебя вот глаз ватерпас, и ты видишь на обычной скорости то, что простые люди видят только в замедленном повторе. да, ну Бабушка Надя, с днем рождения! и мы тоже поздравляем и молодцы. присоединяемся, да. Бабушку Надю поздравили. Как классно, когда в Kiss and Cry стоит микрофон. И все слышно, что мы обсуждаем там, какие ошибки всегда. Я, кстати, всегда, когда сижу в Kiss and Cry, боюсь этого момента, что-то сказать не так, потому что ну, мы сразу же как выходим и по первым следам начинаем обсуждать свои программы. Ребята молодцы, они не забыли поздравить Да. с днем рождения. Ну, значит, в хорошем настрое отработали, и голова не загружена настолько, чтобы там, расстроиться из-за звукокатания или на чем-то сконцентрироваться. Нет, молодцы, выполнили свою задачу, 101 балл получили и пошли работать дальше. Турнир для этих ребят окончен, а для нас только начался. Для исполнения произвольного танца на лед приглашаются На льду Ангелина Синько и Тимофей Пилипенко. Из Свердловской области, Екатеринбург. Кататься они будут под саундтрек из кинофильма «Ангелы и демоны».
Ангелина Синько и Тимофей Пилипенко. Ну, очень, конечно, старательная пара, и для них это ответственное выступление, но выглядят довольно-таки испуганными. Вот Все-таки мне для тоже. них пока сложное испытание, наверное, да? Мне тоже показалось, что ребята, конечно, нервничали, переживали. Все-таки очень сложная, сильная музыка. И, к сожалению, я не прочувствовал от ребят именно той энергии, которая требуется в этой музыке, потому что она забирает на себя большой пласт внимания. И ребята старались, но вот, к сожалению, произошел фол на хореодорожке. Ребята упали, девочка упала. И это, конечно, очень жалко. Не хватило мне вообще в элементах и в связках связи между друг другом. Но ребята молодые, у них еще все впереди, будут работать. Ну вот то падение, которое мы еще увидим, оно даже больше не из-за элемента, как будто бы, а уже чуть ли не от усталости. Это очень серьезным для них было таким Да. тяжелым испытанием. Немножко непараллельные твизлы мальчик, видимо, перекрутил. Ну, я даже думаю, что чего здесь обращать внимание на недочеты, да, грубо говоря, потому что они были, их было много. Наверное, может быть, стоит отметить какой-то общий образ этой пары, их Мне- статности, их стремление к чему-то, Вот. что получилось. Я как раз хотел сказать, Ага. что ребята не боятся брать такие сложные произведения и кататься под них, потому что это всегда опыт, и этот опыт помогает тебе дальше расти. Так что Ну, сделали поддержку комбинированную на 4-й уровень обе секции и заработали на ней. Нет, понизили. Пока я говорил, уровень понизили технической бригады на 3-й и 2-й. Но, тем не менее, все равно с плюсом сделан этот элемент, и заработали они на нем 9 баллов. А падение, да, отмечено именно как падение на элементе. ну, ничего страшного, все бывает. И Но сегодня вообще сложный, да, у партнерши день. Это же она на твизлах, на разминке в том числе упала. Ага. Поэтому, ну, что-то сегодня не пошло. видимо, бывает такое, что ты перегораешь, ждешь старта и выходишь, и вот как-то что-то не идет. Конечно, полученный опыт здесь пойдет им на пользу. Они точно учтут все ошибки. И дай бог, чтобы они вышли к новому старту с новыми силами. И Да. А ты же вот говорил, что так вот на разминке что-нибудь сделаешь не то, и потом в голове и свербит. Да, а особенно когда ты катаешься не первый еще в разминке, а тебе приходится сидеть долго и ждать, как раз вот здесь мысли разгоняются. Так что, может быть, партнерша немножко переживала и не все получилось, но они молодцы, твизлы она сделала, и Даже после хорошей разминки можно перегореть, а после не очень хорошей и подавно. Хотя, опять же, вот спортивный характер — это, конечно, большое чудо. Вот никогда не знаешь, на кого, как, что повлияет. Кто-то все наваляет на разминку, потом выйдет на какую-то злость спортивную и выдаст. Ну, каждому свое. Ангелина и Тимофей получают на 2 балла меньше, чем их соперники Трушников и Ведерников, занимают 2-е место на данный момент. Для исполнения произвольного танца на лед приглашаются Из Перми Ульяна Черных и Роман Федотов. Пермский край. Тот самый Шиндлер, лист, список Шиндлера, который мы с вами обсуждали до начала прокатов. Серьезная тема. Посмотрим, как ребята вжились.
Ульяна Черных, Роман Федотов из Перми. Еще одни молодые ребята, тоже, если вдруг кто не помнит, то соревнования у нас идут по возрастающей, от последнего места к первому. И это первая группа участников, где самые молодые, самые неопытные, самые трепетные делают свои самые первые шаги на юниорском таком серьезном поприще, как Гран-при. Конечно, это испытание. Я еще раз повторюсь, что я очень рад слышать такие великие произведения, и ребята не боятся их брать, не боятся под них кататься. Вот. Во второй половинке, мне кажется, партнер немножко подустал, и были такие погрешности, но все равно справились. Не совсем, но и, может быть, сейчас этого не надо. Главное, что путь начат, и они старались. В твизлах мне показалось, что немножко партнера покачало, разлетелись, но это не так видно, это не так бросается в глаза. Ну вот у нас есть всегда какая-то универсальная рекомендация работать, работать и работать. А может быть, ты можешь ребятам еще по каким-то элементам что-то посоветовать, да, там, как их лучше выполнять, вот, например, по этой поддержке. Вот мне бы хотелось, чтобы у партнерши немножко были ближе ноги, потому что это бы смотрелось гармоничнее. Всегда элемент смотрится... Вот небольшая ошибка у нас на хореодорожке. Хочется чуть больше от ребят уверенности, не бояться исполнять элементы. Поддержка хорошая, на неплохой скорости, хорошая скорость вращения. Но неплохой, но недостаточно для того, чтобы уложиться в отведенное время, потому что поставили extended lifts. Хотя мы вчера обсуждали, что 8 секунд. 8 секунд да. Все равно мало. Ну, 8 это для вас уже нормально, для профи. Тех, кто был с 6 секундами раньше справлялся. Все познается в сравнении. Это точно, да. Как те самые ботинки, которые жмут целый день, потом приходишь домой, жена кричит, дети орут, а ты снимаешь ботинки и кайфуешь. Вот так и 6 секунд, и 8. Да. Ну, тем не менее, ребята молодцы, доехали до конца без каких-то головокружительных ошибок, а мы видели, что всякое случается, и в танцах в том числе. Кстати, именно в юниорах
ты особенно можешь заметить, что сложно, потому что оно, во-первых, сложно выполняется, ну, видно, что сложно, а во-вторых, ну, часто падают юниоры на выполнение элементов. Я вот сейчас как раз смотрел на ребят и вспоминал, как мне было тоже сложно в детстве в юниорском катании выучить какие-то сложные элементы, но ребята молодцы, что они пробуют, не боятся, даже, может быть, с какими-то мелкими ошибками, но это очень важно, потому что именно на соревнованиях приходит тот опыт, который они смогут потом применить на тренировках и выучить, может быть, более сложные элементы и увидят себя, посмотрят, что-то понравится, что-то не понравится, где-то надо улучшить, и это всегда хорошо. А вот я смотрю в протокол, и там один из элементов в конце обозначен как поддержка, но учитывая то, что уже была такая поддержка сделана, я так понимаю, что последние хореографические движения им засчитали как лишний элемент, так что ли получается? Ну, экстра элемент это, конечно, да, это очень плохо и дорого, так что, может быть, судьи еще пересмотрят. Ну, по крайней мере, сейчас судьи именно этим занимаются. Вращение тоже пересматривали судьи и оценили на базовый уровень, то есть без черт сложности. Да, но зато у нас и поддержка вращательная 3-го уровня, да, не 4-го, но ребята... И возвращаемся к универсальному совету – работать. Да, надо совершенствоваться. К сожалению, очень много элементов, которые по GUI ушли вниз, и, конечно, это тоже скажется на оценках. Ну да, они не могли не уйти в этих надбавках, которые тут являются не надбавками, а наоборот сбавками, в элементах, ну, например, в той же дорожке, где ребята разошлись, потеряли друг друга, нужно было ловить. Конечно, это все есть. Но у них очень красивые костюмы, девочка такая легкая, мне показалось, что она каталась и прям вот не трогая льда. То есть и партнер ее всегда поднимал легко, и это всегда смотрится очень эффектно. Прям задумалась техническая бригада, как оценить программу, да, какие элементы как должны быть расставлены. Вот это как раз о том, что есть много мелких ошибок, и судьи должны все-таки это все правильно учесть. Вот чем отличается тоже взрослое катание от юниорского. У взрослых всегда очень четко все сделано и видно, где какой, не то что элемент, а где какой шаг. И ты сразу понимаешь, и как его квалифицировать для начала, да, как техническая, чем бригада занимается, а затем как оценивать. А у юниоров часто случаются такие ситуации, когда ты вот даже судьи и технические специалисты не могут понять, что с этим элементом делать, как его оценивать. Тем не менее, они набирают больше, чем их прямые конкуренты Трушникова и Ведерников на балл, и свою позицию не теряют по результатам 2 программ. В завершении группы участников из Самарской области катаются Капиталина Кряковцева и Арсений Ивлев, и они катаются под композицию «Be Italian», «Будь итальянцем». Это композиция из мюзикла «9». И там есть такие слова: «Будь итальянцем, живи так, словно этот день последний в твоей жизни». Take a chance and try to steal a fiery kiss. Be Italian, be Italian. When you hold me, don't just hold me, but hold this. Gentle. Sentimental. Go ahead and try to
Капитолина Крюковцева и Арсений Ивлев из Самарской области в Тольятти. Они тренируются, и такая как-то яркая программа. Очень яркая программа, и Be Italian — это такая акцентированная очень музыка. Мне она очень нравится, с сильным таким голосом и акцентами. Ребята молодцы, старались каждый акцент обыграть и катались, мне показалось, очень неплохо. Уверенно, без каких-то серьезных ошибок. Мне понравилась последняя поддержка. Она была... Так как-то они зашли в нее без страха и очень быстро крутил он ее. Даже мне показалось, позы, что они тебя немножко, если не испугали, то заставили заволноваться. Да, это как раз была вот крутящаяся поддержка, когда он зашел в нее. Прям, мне ребята понравились, они молодцы. Вращение, заклон. Camel тоже вроде бы выполнен. Вот на блоке мне бы хотелось чуть больше мягкости в исполнении шагов. Выход из этой поддержки точно был необычный. Я не ожидал, что именно так это будет, и это тоже заслуживает. Ловко она это так сделала. Они. Вращение в твизлах мне показалось немножко медленным в первом положении. Я бы хотел чуть-чуть бы быстрее. Вот эта поддержка, когда они зашли туда прям уверенно так. Бесстрашные, Да, конечно. на одной ноге. Молодцы. Хорошее завершение. Молодцы ребята. Олег Судаков, их тренер. Как-то я читал одно его интервью. Оно называлось «Чемпионов воспитывают только фанатики». Возможно, это и правда. Человек, потрясающе преданный своему делу, который вот поднимает эту тольяттинскую, самарскую школу фигурного катания. Всю свою жизнь делает это достойно. Первое место. Аня сохраняет свою позицию, и на льду следующая группа участников. На лед приглашаются участники второй разминки. На разминке находятся Александр Бутурина, Кирилл Махов, Краснодарский край. Софья Грабчак, Максим Полторак, Москва. Милана Чекемова, Кирилл Евграфов, Санкт-Петербург. Елизавета Растилова, Денис Ауров, Москва. Лилия Литенко, Глеб Солович, Московская область, Нижегородская область. Разрешена 5-минутная разминка. Продолжается соревнование в произвольном танце на Гран-при России среди юниоров в Казани. И впереди вторая группа участников. Какие необычные вообще произвольные все-таки. Мне нравится, что разные музыки ребята берут, не боятся пробовать какие-то сложные темы. И Все что-то придумали, чтобы Да. приехать на эти соревнования. И не только придумали. То есть сначала была игра ума, фантазии. Потом нужно было это воплотить, поставить костюмы, сшить музыку, смонтировать. И вот только после этого, иногда многие забывают, как долго это готовится, да, случается вот этот самый момент. вот как раз про костюмы, очень интересные костюмы, необычные. У Александра Буторина и Кирилла Махова, которые здесь представляют сочинскую школу фигурного катания. Мне Такие, прям да. нравится костюм, он как-то необычно. Здесь бежевое вниз уходит в черное у партнерши. Мне интересно. Дорого. Да.
Марьяна Котова их тренер. Вчера в хорошем они были настроении по итогам проката. Ну вот у них пока такая позиция. Софья Грабчак, Максим Полторак. Еще одни взаимоотношения яркие, кинематографические, которые, как это... Ой, нарицательное имя Бонни и Клайд, да, прекрасно всем известные два исторических персонажа преступного характера. Хотя вот по их программе она так вот сразу и не скажешь, что это Бонни и Клайд, еще в том числе и по костюму. Мне они кажутся какими-то более старинными, да? Да, но... Я даже посмотрел специально, как в мюзикле были костюмы. Это вроде они другие. Ну вот ребята с тренерами Алексеевой и Кустаровой выбрали такое решение. Решили что-то попробовать новое, и, может быть, это очень даже неплохо. Милана Чегемова и Кирилл Евграфов, в свою очередь, из Санкт-Петербурга, ученики Анны Пострыбайло. Ну, тут, глядя на эти костюмы, что может быть такое воздушное и легкое? Конечно же, Вивальди. Вивальди. Времена Обожаю. года. Зима, метель и все этому сопутствующее. Да. Такие классические костюмы, классический подход. Этот тренерский взгляд, конечно, Я всегда... смотрю на тренеров и представляю, как они там переживают за бортом, потому что все-таки мы, когда катаемся, мы все сосредоточены на элементах, на разминке, на программах, а они видят все гораздо шире и больше. Так часто я слышу, видимо, напряженная очень разминка происходит. Ребята все хотят быстрее размять все свои элементы. Елизавета Растилова и Денис Ауров на ваших экранах с саундтреком из «Игры престолов». Но он такой, этот саундтрек мы видели, ребят, уже на другом турнире. Не очень узнаваемый про «Игру престолов», но если кто весь сериал смотрел и ценит, то, конечно, найдут какие-то отсылки. Еще этот взгляд вообще Сергей, да, он убийственный. очень сосредоточенный, но кивнул головой, значит, да. все хорошо. Да. Лилия Литенко и Глеб Солович. Они завершат эту группу участников своим выступлением. Литенко и Солович тренируются у Боровикова, Самохина, Назарова и будут кататься под кунг-фу панду. Хотя, опять же, так вот по костюмам мы не скажем. Я вот сейчас увидел музыку и не ожидал, что это так. Кстати, у нас и в парном катании тоже у одних ребят есть программы из кунг-фу панды, но там прям вот четко панда и, по-моему, богомол. Здесь посмотрим, как это будет. В общем, кто у нас на разминке выиграл битву костюмов? Ну, по мне, вот, конечно, ребята. Первая пара? Да, у них очень необычно. Необычные цвета, необычные переходы в костюме именно по цветам. Все сосредоточены. Молодцы. Да, работящие ребята. Что-то шепчет. Но это как это? Это такой акт не чтобы кто-то не слышал, а что-то вот такое, что это просто наше вот что-то Это очень личное. интимное, очень личное. Да. Как раз вот эти вот секунды перед тем, как ты выходишь, это очень важные слова от тренера всегда. И я поражаюсь, как тренер находит именно те слова, которые нужны тебе именно сейчас. Да, эти наставления выглядели очень кинематографично, благодаря чему наша трансляция стала еще красивее на йоту. Кататься они будут под несколько композиций различных, в том числе с таким иранским, сирийским акцентом. Давайте посмотрим и сложим свое мнение об этой произвольной программе.
такая неожиданная финальная поза, запоминающаяся. Александра Буторина, Кирилл Махов. Такие красивые ребята, высокие, длинные руки. Да, ребята справились с программой, вот, и мне очень понравилось необычное музыкальное сопровождение. У них очень красивые линии, длинные руки, длинные ноги. Они очень хорошо и пластично двигались. Не все получилось по элементам, но были небольшие шероховатости. Видно, что партнер нервничал, но они справились, и каких-то серьезных ошибок мы не увидели. Мне вот даже кажется, что эти ребята могут даже больше. Вот почему-то у меня было такое ощущение во время программы, что они немножко сконцентрированы там на каких-то вещах, но могут кататься и быстрее, и насыщеннее эмоционально. Вот потому что про некоторых не скажешь, что могут, а про этих мне вот кажется, что могут. Мне очень понравилось начало, хореографически оно необычное, и секция твизлов была немножко неуверена, но все равно они доделали. Это как раз сейчас блок на одной ноге. И здесь партнера чуть-чуть пошатало. Из-за этого у него всего лишь первый уровень за дорожку шагов на одной ноге. Слайдинг. Интересное положение, но мне не хватило воздуха. Потому что всегда красиво, когда ты успеваешь допевать. Тем более такая тягучая музыка. Что делать? Допевать? Допевать движение, да. То есть... Чего себе? Да. Поддержка. Необычное положение, скрученное у партнерши. Чуть-чуть при выходе, мне показалось, было тяжело вот здесь, но никакого казуса не случилось. Хореодорожка была хорошо исполнена в плане эмоций, и ребята прям в конце уже выдавали, видно, близился конец программы, уже не боялись ничего. И, как ты, Василий, сказал, очень интересная концовка. Сегодня наше поле чудес передает привет Ивану Букину и Василию Соловьеву. Вау, спасибо огромное. Ребята, Мы все-таки выиграли. Спасибо. И вам привет огромный с комментаторской позиции. Ну, кстати, вот эта поддержка, которую они сделали, комбинированную, обе они 4-го уровня, и хороший плюс, самый большой плюс в их программе 0,96, и они за нее получают почти 12 баллов. Такой мощный получился Да, и очень элемент. хорошо заплюсовано вращение, и они почти столько же получают плюсов, как и за комбинированную поддержку. Все равно это... Вот, и только мы похвалили эту поддержку, и судьи выставили Extended Lifts, передержка по времени. Ну как Ну же вот, так? как раз о том, что я говорил, То мне есть её надо показалось, делать что, быстрее, мне да? показалось, что выход был немножко тяжеловатый. Вот эти вот доли секунды, они как раз влияют на время, а время — это очень дорого. 1 балл дедакшена. Простите, Александр Буторина, Кирилл Махов за... Да, ну то есть, смотри, оценки по поддержке остались прежними, и она по-прежнему 12 баллов, но то, что она превысила время, просто балл снизили общий с То есть программой. все плюсы, Ясно. которые они заработали, они потеряли. Да, плюсы потеряли. Да. Жалко. Но, тем не менее, они сохраняют свою позицию. Для исполнения произвольного танца на лед приглашаются Софья Грабчак и Максим Полторак из Москвы, школа Медведкова, где работают прекрасные специалисты Светлана Алексеева и Елена Кустарова. И вот он, этот Бонни и Клайд мюзикл. Пятыми они были на юниорской серии Гран-при в Москве с результатом 140 баллов. Посмотрим, как теперь пойдут дела. Justice here, don't think the crime. I've been broken.
Now that's what you call a dream. These dreams of yours make no sense at all. It's what's inside, now what's out there. We both could have a perfect life and not go anywhere. You miss a lot when you ask too much. You're all I need, not one thing more, but all I ever wanted. Now that's what you call a dream. Здорово работают в школе Медведкова, все время придумывают какие-то штуки интересные. И сейчас, конечно, эти прятки с судьями, это Да, задало нам настроение в финале программы. Очень понравилось, очень, что первая такая была часть музыки серьезная, вот, а когда началась уже такая более активная и веселая музыка, ребята тоже не лишены юмора, и постановка это не лишена юмора, и ребята прям развеселили и дали такую позитивный, мне кажется, настрой, и дальше с ним пошли и закончили на высокой ноте. Это всегда смотрится тоже очень приятно. Самая большая трагедия, конечно, что вот так вот посмотрит молодежь на это прекрасное выступление и тоже захотят быть Бонни и Клайдом. Но нет. Пусть читают Википедию или что там еще, где пишут. И пусть книжку какую-нибудь прочитают. Может, наоборот, и поймут, что это трагическая история. Но у нас уже, видите, вторая пара с пистолетами. И, да. Поддержка мне очень понравилась. И легкий вход, легкий выход. Все твизлы. Очень параллельно было бы, если бы не разошлись по рукам. Но мне понравилось вращение. Быстрое тоже было по вращению. И второе положение, вот это вот, когда девочка здесь, когда было не замедленно, было очень-очень быстро. Жимные дуги на шагах, на блоке, на одной ноге. Прям на скорости уверенно смотрелось все. Немножко, я вот согласен, чуть-чуть костюмы меня отправляют немножко в другое время, но во второй части они мне даже как-то больше понравились, чем в первой. Молодцы ребята. В конце прям немножко чуть не расцепились, но партнер удержал. Видимо, партнерша очень сильно начала впадать в эмоции и чуть не разлетелись. Софья Грабчак, Максим Полторак получают 83 балла. Это первое место по произвольной. Ну, и с большим преимуществом перед Буторин и Маховым. Это, наверное, очень предсказуемый результат. Да, по катанию мы все это видели. И вся распечатка в плюсовой зоне. В завершение только хотел пометить, что Википедия нарушает закон РФ, а я на них сослался. А теперь поставил звездочку. Милана Чегемова и Кирилл Евграфов, ученики Анны Пострыбайло из Академии фигурного катания, катаются под времена года зима.
Из Санкт-Петербурга Милана Чегемова, Кирилл Евграфов. В свое время это красивейший партнерша начала кататься в одиночном катании маленькой девочкой у Алексея Николаевича Мишина на льду. Да, 5 лет ей тогда было. Вот, выросла в такую прекрасную танцовщицу. Ну, эта школа очень много дает спортсмену. И ребята молодцы, справились почти со всем. Немножко у партнерши была ошибочка на твизлах, и ей понизили как и уровень, так и надбавки к этому элементу. Ну вот смотри, как доволен тренер Анна Витальевна. Прямо. Это очень важно, потому что когда ты выходишь после старта соревнований, тебе, наверное, самое важное мнение — это то, что скажет тебе тренер. Ну, конечно, потому что только она же знает, выложились ли ребята или нет. Здесь вот. Да, вот была одна остановочка, и это сразу понижение. Твизл должен быть всегда монотонным, ну то есть не должно быть видимой остановки, чтобы получить максимальный уровень сложности. И, конечно же, еще надо много выполнить разных фичерсов. Это конец дорожки, твизл хороший, блок на одной ноге мне понравился, тоже жимно все было и чистенько. Вот видите, из-под конька почти не летит снег, а это очень важно. На твизле немножечко также покачался партнер, но они получают хорошие уровни. Когда ты говоришь слово «жимно», это имеется в виду работа коленей, то, что они... Да, извините, я, наверное, все-таки это спортивный сленг, вот, и да, это работа колена, это когда ты можешь, нажав на колено, а также и на лед, набрать скорость, и неважно, как бы, не нужен толчок, ты можешь просто как перетяжечкой набрать ход, и когда ты делаешь сложные шаги, это как раз и мы называем жимами. Жимы в танцах на льду — это очень важно, они помогают. И в произвольной программе они уступают своим конкурентам Софии Грабчак и Максиму Полтораку и становятся вторыми на данный момент. Все-таки, да, действительно, у Софьи и Максима такая более слаженная была программа, более крепкое катание. Елизавета Растилова и Денис Ауров, ученики Сергея Мозгова, Юлии Тульцевой, Кристины Кример, Беттины Поповой, бронзовые призеры на первом этапе Гран-при в Москве. Ну и катаются под «Игру престолов» с очень тоже красивой постановкой, эффектной программой.
Вот так. Вот так завершение. А я ведь еще, слава богу, промолчал. Хотел до начала катания сказать, какая у них там в завершении это шикарная точка, а она и не случилась. Очень жаль, что произошла ошибка, и это техническая поддержка. Это будет очень дорого стоить ребятам, потому что они катались прям эмоционально, очень мне понравилось. Я люблю эту музыку, мне нравится этот сериал, и ребята очень старались передать именно ту атмосферу. Ну, признайся, что ты его только что пересмотрел. Ну ладно, я только вчера закончил пересматривать. Да. Человек пересмотрел всю «Игру престолов» только что. Когда ты успеваешь тренироваться, я поражаюсь. А вот эта ошибка в конце, она, наверное, самая обидная, когда вот прям ее, что называется, уже ничем не исправить. И впечатление смазано безвозвратно. Да, наверное, под конец ребята уже были близки к концу и хотели еще больше, сильнее сделать эмоционально. И вот произошла эта ошибка, и как раз у партнерши чуть-чуть была ошибка тоже на твизлах. Это, к сожалению, вот здесь вот ее немножко покачало, и, конечно, это сразу понижение в уровне. И блок исполнен неплохо. Как я и говорю, так как вы уже теперь знаете, на достаточно жимных дугах и глубоких ребрах. Мне понравился слайдинг, вот как раз он был с воздухом. Я надеюсь, да, вот, я очень хотел сказать про вращение, мне очень понравилось положение, нога партнерши прям уходит за партнером, мне кажется, это очень тяжело. Крутящаяся поддержка, положение такое интересное у партнерши, как раз то, что влияет на наши плюсы за элементы. И вот он, этот коварный заход. Не вышло, да? И не вышло, наверное. да. Мне кажется, немножечко вот то, что она зацепилась ногой за его голову, как раз не дало того темпа, чтобы до конца доделать эту поддержку. И здесь ребята расстроились, и так нельзя делать. Надо вот всегда пытаться до конца, даже что бы ни произошло, какая бы ошибка ни была, стараться до конца доделывать эмоционально. Потому что хореодорожка была прям на разрыв, и смотрелось это все. Ну, прям я, тем более... Может, услышим? Да. Расстроен Сергей, расстроены ребята. Ну, вот опять же, такие ошибки, мы же их не часто видим, простые зрители, и в трансляциях, и везде. Для нас это становится понятно и очевидно, в какой момент партнерше становится тяжело вот выйти на эту верхнюю точку. И бывает вот так, не только на тренировках. Да. Ну, желаем ребятам удачи. 2 позиции они потеряли. На льду ученики Боровиковой, Самохина и Назарова под саундтрек из мультфильма «Кунг-фу Панда». Давайте, ребята, не обращайте внимания на настроение на стадионе. Поднимайте сейчас дух и всех воодушевляйте своим произвольным танцем.
Лилия Литенко и Глеб Солович. Ребята справились и с программой, молодцы, интересные костюмы. Но такая кунг-фу панда достаточно серьезная сегодня была. Да, обычно же ну, мы думаем, что если кунг-фу панда, значит, там должен быть юмор, озвучка Галустяна, панда это нарисовано. Я как раз этого очень ждал. Я думал, что сейчас будет такой достаточно веселый, а тут ребята пошли по другому пути, но это тоже но это неплохо. же не значит, что они не доработали. У них прям постановка это даже не предполагала, а судьи же это не оценивают, что ты не попал, грубо говоря, в ожидание комедии кунг-фу панды. Нет, правильно? конечно, нет. Ребята выбирают сами, да. И эмоционально. мне понравилось, и очень тоже интересное положение в вращении было. Ну вот, может быть, мне бы чуть-чуть хотелось бы от них вот это вот каких-то смешных моментов, потому что в мультфильме было столько... Ну да, обещали таких, и да. не дали нам это. Вот, Но но... им понравилась, наверное, музыка вот этом в восточном стиле, в азиатском. Да, вот это положение мне понравилось, но, к сожалению... нет, подняли. Извините. Просто стоял второй уровень за вращение. Но все-таки все черты были засчитаны. Как это значит, изначально техническая бригада неправильно оценила эти черты, да? Или вращения не досчитались? Ну, мне кажется, что вот секция твизов была очень хорошо выполнена, и поддержка тоже мне понравилась. Но если возвращаться к вращению, то, мне кажется, это все так быстро происходит, и судьям все-таки они говорят сначала, наверное, уровень элемента, а потом уже ставят на пересмотр, потому что ну, вот так все сразу, мне кажется, очень тяжело. Ну, хорошо, что в пользу спортсменов пересмотр была. Это не так часто что-то в последнее время случается. Мы много говорили о судействе, что так жестковато на одном из этапов судили. Ну, правда, это было больше с одиночниками. Ну, вот это, кстати, большой вопрос, и непонятно, как все-таки судить жестковато, чтобы ребята стремились делать чище, больше, лучше, или заваливать их плюсовыми оценками, чтобы они потом ехали туда на соревнования, и у них был бы там личный рекорд какого-то невероятного уровня. Что лучше воздействует на, во-первых, на ребят, а во-вторых, на публику? Там это две разные вещи, и непонятно, что делать. Ну, мы давайте оставим это все-таки на усмотрение судей, потому и федерации, которая, кстати, катания, работает, это чтобы не было ощущения, что мы тут кого-то критикуем, которая работает, ого-го, как, смотрите, какие соревнования и у юниоров, и у взрослых, и как развивается наш любимый вид спорта до каких-то невероятных совершенно высот. И я бы тоже хотел поблагодарить за такие прекрасные соревнования, потому что даже на международном уровне не всегда бывает такой размах и красивый. Смотрите, какой Кисенкрай. Ребята довольны, и тренер тоже доволен. Значит, что почти совсем справились. Вот спортсмены, юниоры говорят в интервью, что это, конечно, прям шок попасть на такого уровня соревнований. Казалось бы, всего лишь юниорский гран-при, а они с раскрытым ртом ходят. Ну и потом, когда они перейдут на соревнования другого уровня, это для них уже будет большая помощь, то, что они на юниорах катались в такой обстановке. На первом месте после своего катания остаются Лилия Литенко и Глеб Солович. Сохранили свою позицию, причем с хорошим преимуществом перед Грабчак и Полтораком. И впереди у нас заливка льда, а затем следующая, третья, заключительная группа участников. До встречи. До встречи.
Соревнования продолжаются, и на лед приглашаются участники третьей разминки. На разминке находятся Зоя Пестова, Сергей Лагутов, Москва. Полина Тихонова, Матвей Лысов, Московская область. Ирина Скопина, Дмитрий Симонов, Кировская область. Варвара Слуцкая, Глеб Гончаров, Москва. Мария Фефилова, Артем Валов, Московская область. Разрешена 5-минутная разминка. И в завершении соревнований юниоров в произвольном танце на Гран-при России у нас третья группа участников. Это еще 5 пар, прекрасные, техничные и те именно пары, которые будут разыгрывать пьедестал, как мы предполагаем, потому что результаты вы видите, насколько плотные. 68 баллов у лидеров, от них есть отставание у второй, третьей пары, а дальше все очень плотно, и именно они, по идее, должны между собой этот пьедестал разыграть. Но для этого нужно чисто эмоционально и здорово исполнить свои произвольные программы, что мы и ждем вместе с Иваном Букиным. Очень ждем. Сильнейшая группа на этом этапе. И очень интересно будет посмотреть на произвольные программы. Первыми будут кататься Зоя Пестова, Сергей Лагутов. Это ученики Ирины Жук и Александра Свинина. Александр на ваших экранах. У них очень такая сложная эмоциональная программа. Даже не буду сейчас на музыке останавливаться. Это творчество в чистом виде, Да, что к сожалению, называется. у них вчера произошла ошибочка досадная. Ой, ребята, аккуратнее, на разминке прям происходит. плотненько, Да, да? все быстро ездят и сталкиваются аккуратно. Полина Тихонова, Матвей Лысов. Полина дочь чемпионов мира в парном катании Петрова и Тихонова. И, как мы уже говорили вчера, да, всегда в такой ситуации партнеру или там другому человеку приходится быть как будто бы в тени, да, но Матвей, в свою очередь, очень техничный, надежный партнер с хорошей школой, и выступают они здорово и очень слаженно, поэтому мы в следующий раз с удовольствием расскажем и про родителей Матвея. Правильно. И ребята не так давно катаются вместе, но уже в сильнейшей разминке. И мне они очень нравятся. Ребята молодцы. Да, на прошлом турнире они даже были на пьедестале. И сейчас вот они в шаге от него, потому что занимают пока 4-е место. Ирина Скопина и Дмитрий Симонов. Из Кировской области ребята прорвались на 3-ю позицию в ходе ритм-танца. Причем, ну вот, соревнуются с такими крепкими и тренерскими, и коллективами, и парами, как вот школа Жук и Свинина, школа Горшкова, Рязановой, и дают им бой. Да? Разница в баллах пока очень маленькая, и нужно еще немножко усилий, чтобы добраться до пьедестала. Интересно, хватит ли ребятам вот класса, чтобы на пьедестал? Ну, я могу пожелать ребятам только удачи. И всегда здорово соревноваться с такими сильными парами. И, конечно, пожелаем им справиться со своими эмоциями. Именно в соревновании с сильными-то и рождаются выдающиеся результаты. Слабых побеждать неинтересно. Варвара Слуцкая, Глеб Гончаров поразили нас своим ритм-танцем, совершенно зажигательным, ярким. Тоже очень красивая пара, великолепная, которая тренируется у Екатерины Рублевой, Ивана Шефера и Сергея Плишкина. Все в прошлом прекрасные спортсмены. И, как известно, Екатерина отвечает за спортивную часть, Иван за вообще всю организацию, а Сергей за творчество.
Да, у них очень всех хорошая есть своя команда, очень направление, хорошая да. команда. Ребята молодцы и стараются сделать какие-то интересные программы, необычные и отличающиеся от всех. Без команды невозможно у вас вообще, а вот еще с таким режимом соревнований, когда на каждом этапе нужно, чтобы кто-то выводил. Хотя бывало в одиночном катании на прошлом этапе, мальчик один сидел, еще на предыдущем этапе девочка одна сидела. Вот просто даже не успевают люди, там недостаточно команды, чтобы кого-то отправить. Бывает. Ну и в завершении лидеры будут кататься: Мария Фефилова, Артем Валов и их тренеры. Так как у них не одна пара, Алексей Юрьевич Горшков, Екатерина Рязанова. Вот и эту пару тоже тренируют. Ребят в этом сезоне я уже видел, и мне они очень нравятся. Они такие смелые, сильные, на скорости. Как и всегда у Алексея Юрьевича в группе все ребята такие заряжены на большой скорости. Это круто, и тоже желаем ребятам удачи, справиться с эмоциями, потому что выступают они последними, и ждать им еще долго. Главное не перегореть. Мы сейчас точно насладимся тем, что будет происходить, потому что это сильнейшая разминка, а ребятам, конечно, тяжело, это тяжелый труд, и я надеюсь, что все пройдет хорошо, без срывов. Сергей Лагутов, Москва.
Расстроены, ребята. Как мы говорим неоднократно, конечно, не хочется, чтобы спортсмены, особенно в танцах, показывали это свое расстройство, тем более, что оно так с захлестом шло даже уже на завершении их программы. Мне очень нравятся ребята, они такие сильные, у них очень хорошие взаимоотношения между друг другом, да, но вот вчера произошла ошибка на твизлах, и вот, видимо, к сожалению, за ночь ребята не успели восстановиться в плане эмоций и поспотыкались, конечно, на Ну, у вас элементах. просто в танцах нельзя эмоции показывать. Я имею в виду плохие эмоции. Можно только хорошие показывать. Это же важно. Это при том, что пара-то очень крепкая, и понятно, что их танец очень сложный, мощный и так далее. Но вот так расстраиваться из-за тех ошибок, которые большинство из нас даже не видят и не понимают. Да, но всегда тренер тебе объясняет и рассказывает, что не надо расстраиваться, надо Да. переключиться, сегодня новый день и так далее. Но, к сожалению, мы все люди, и у нас есть свои эмоции, с которыми иногда не получается справиться. Но вот блок был на одной ноге очень сильный, на большой скорости, очень жимные дуги, глубокие, хорошие шаги, мне очень понравилось. С твизлами ребята справились, хотя мне кажется, что немножечко переживали, но ничего страшного. Очень интересная постановка, мне очень понравился заход на этот слайдинг. Он прям необычный был. Я даже не ожидал, что сейчас будет этот элемент. Да много всего хорошего. И музыка классная подобрана, и костюмы очень интересные сделаны. Ой, вот здесь, да. Да, вот здесь это как раз сложный выход из вращения, и, к сожалению, из-за этого упал уровень, и также И оценка за исполнение. Да, за исполнение понизилась. Они потеряют на этом достаточно много, но мне очень ребята нравятся. У них есть вот эта энергия от души, от внутренняя сила. Хореодорожка была выполнена прям вот наотмашь. Это здорово. Молодцы ребята, ничего страшного. Подработают, и тем более, как вы, Василий, сказали, что у партнера была травма, может быть, были какие-то не до конца доработанные моменты на тренировках. Да, травма была. Так расстроился, что опять на «вы» перешел, да? Ай, да, я так переживал, я сидел и прям болел за ребят, и хотелось, чтобы они совсем справились, потому что я тоже понимаю их, что после ошибки всегда сложно выходить. И, конечно, мы желаем ребятам удачи, чтобы они восстановились и показали все то, что они умеют, потому что они молодцы, они сильные спортсмены. И Посмотрим еще на оценки. Во-первых, мы так прям тоже расстроились. Еще впереди 4 пары будут кататься. Еще неизвестно, как кто вообще будет кататься. Всегда нужно, почему я и говорю, что нельзя в том числе представление программы терять. Ты дай все, что ты можешь сейчас. А там дальше мы столько видели в истории спорта моменты, когда кто-то поборолся до конца, даже не думая, что ему может светить какая-то удача. А потом, ой-ой-ой, и я поднялся выше, выше, выше. Лед скользкий, И да. лед, да там не только лед, вообще все скользкое в этом спорте. Я имею в виду не только в вашем, а в мировом спорте. У них довольно-таки высокие в любом случае оценки. Мы так, да, говорим, как будто они вообще предыдущим парам проиграли. Нет, конечно, они сохранили свою позицию. Это катание другого уровня и сильно опережают. Поэтому слово за следующими участниками. Они должны, если хотят оказаться на пьедестале, дать бой. Первыми из них выступают Полина Тихонова и Матвей Лысов, ученики Горшковой и Рязановой. Волнуется мама на экране, но видит, наверное, краем глаза, что ее показывают в эфире, поэтому улыбается. А может быть, наоборот, увидела, что Полина, что это как-то там по-особому готовится к своему выступлению и радуется. Интересная композиция музыкальная, известнейшая песня «I will always love you», но в миноре перепетая.
bittersweet memories. That is all I'm taking with me. So goodbye. Please don't cry. We both know I'm not what you need. I hope life treats you kind, and I hope you have all you've dreamed of, and I wish you joy and happiness. But above all this, I wish you love. Какая красота! Полина Тихонова, Матвей Лысов. Просто хочется любоваться этой порой, любоваться. Да, мне тоже хочется похвалить ребята, они молодцы. Как Вообще, поддерживает партнера своего. Да, я в восторге от Полины. Она прям давала эту энергию, эмоцию и сильная музыка. И она в ней прям смотрелась очень органично, здорово. Ребята молодцы. Чуть-чуть была помарочка перед хореодорожкой, но надеюсь, что никто этого не заметит. Вот. Ребята умнички, тем более все-таки это не такой, еще раз повторюсь, долгий у них период вместе, и они так уверенно справляются со своей программой, что это достойно уважения. Ребята молодцы. Есть стиль у пары, есть взаимоотношения, линия такая вот у них, у девочки особенно, прям вот. Эх, красота. Василий, ты прям у меня с языка снял. Да, Я прости. хотел похвалить, да, Полину за то, какие у нее красивые линии, как она доделывает каждое движение, хореографическое. Вот в Да вот даже блоке щас. даже, да. Каждая ножка дотянута, твизлик красиво, эмоционально вышло, вот, зажгла. И это прям поражает. Молодец. Все в плюсы у них оценено, но видим, что у вращения был поставлен 3-й уровень, пока что сейчас его нам еще повторят. Ну, на дорожке 2 вторых уровня, хорошие, да. Очень но, хорошие, да, есть уровни. к чему стремиться, тем не менее. Да, мне показалось, что во вращении все-таки положение партнера могут не засчитать, потому что... Ну, вроде не пересматривают уже. Вот обычно горит красненький квадратик у нас на мониторе, когда судьи пересматривают элемент, а сейчас так поставили 3-й уровень и уже... Ну, Всё. будем надеяться, что именно так. Да. Вот как раз показывает вращение, и здесь
все в порядке, а вот у партнера было положение немножко недоделано, мне показалось. Может, из-за Потом- этого и третий уровень, нет? И был бы... Да, конечно, возможно, из-за этого и есть, но Все, значит, увидели. Ну, в общем, красота. красота, да, и слайдинг очень интересный такой, прям туда партнер уходит, и Полина как будто бы летит, это очень красиво смотрится. Ну, тут мощная заявка, конечно, на пьедестал, но смотрим по оценкам. Ну, смотрите, да, не добирают по произвольной программе 3 балла до своих соперников Пестова и Лагутова, и 2,5 балла уступает по сумме 2 программ. Вот так. Интрига. А впереди катание еще 3 пар. Первая из них — это Ирина Скопина и Дмитрий Симонов из Кировской области. Их программа называется «Зима, снег над Ленинградом». Ребята справились, молодцы.
поборолись. Такой ответственный момент, когда все стоит на карте, и Это нужно точно. рваться в бой. Да, мне немножко в конце не хватило от ребят скорости. Хотелось вот, чтобы они прям до конца дожали, потому что музыка, она такая активная, очень сподвигает тебя на то, чтобы быстрее, сильнее двигаться или хотя бы выдать ту самую эмоцию. Но, к сожалению, мне показалось, что партнеру чуть было тяжеловато. Но ребята молодцы, что все-таки это тяжело, когда ты выходишь, ну, как бы после ожидания на лед, и надо собраться заново, уже разминка уже забыта, и Да. мышцы уже немножко подостыли, надо выполнить свою программу хорошо, тем более произвольно. Ну, тем более, что после короткой программы они, после ритм танца, простите, они на 3-м месте, что тоже обязывает, и хочется не ударить в грязь лицом. Все-таки такая компания вокруг, вот немножко Да, вот пошатнулся как раз вот партнер. Нат Визли пошатнулся, из-за этого всего лишь 2-й уровень. Пока что судьи. Ему поставили Да, 2-й, поставили. у девушки 4-й. Ну и минус полбалла за исполнение. Растяжка такая. Да, молодцы. Немножко здесь вот было грязновато, но ребята мне понравились по их не только эмоциям в начале программ, а по тому, как у них длинные все и руки, и ноги, и это смотрится всегда широко. И когда ты обхватываешь весь лед, знаете, как-то сразу ты как будто бы сам катаешь эту программу, то есть вовлечен. И я люблю эту музыку, мне нравится композиция. Да, такая симпатичная получилась компоновка из Вивальди и Теревердиева. Неожиданная и в то же время дополняющая эмоционально друг друга. Да, зима, снег, да, Ленинград. И самое главное, что костюмы очень сделаны сдержанно, и они как раз не отвлекают тебя от хореографии в программе и дают тебе возможность насладиться каждым движением и посмотреть за тем, как ребята проживают эту программу. Ну, не очень высокие оценки в надбавке за элементы. Если у предыдущих спортсменов были все-таки в районе балла и 1,5, то здесь полбалла, иногда ближе к баллу. Вот больше всего за финальную поддержку хореографическую оценка. Поэтому высоких баллов сейчас ждать мы вряд ли можем. Ну и что, хочется пожелать какой-то дальнейшей работы и легкости какой-то. Вот нужно больше наработать легкости, стать, что ли, более, даже, может быть, подтянутыми, более чуть спортивными. И вот этот темп, он придет, и станут соревноваться с парами самого высочайшего уровня. Они могут, в ритм танце показали, могут дать бой. Ну, у нас 2 программы, так что в ритм танце. Да, в ритм танце. Выиграть нельзя, но Да. Произвольно они сейчас стали 5-ми, а по сумме 2 программ пока 4-ми, но впереди еще 2 пары. Варвара Слуцкая, Глеб Гончаров, Москва. Варвара Слуцкая, Глеб Гончаров. Из школы Рублевой, Шефера и Плишкина. Ну, у них такая развлекательная программа, и мы ждем от них позитивных эмоций и хорошего, увлекательного, ну и, конечно же, техничного катания. Очень ответственный момент. Сильные были выступления до них, а они после ритм танца 2-е, напоминаю.
сказать? Хочешь, смотри на меня. Простишь меня за все или в одежде? Тихо плакать, тихо плакать. Когда устанешь, приходи, приходи, приходи на кухни. Дышный, грешный, хрущевка, прикинься надежда покупка. Рассыпана соль на клеенке, молоко на губах отсохло. Все могло быть неплохо, все могло быть неплохо, все могло быть. На этих кухнях радостные дни твои, радостные дни твои, радостные дни твои. Как же жаль. Я только вот хотел сказать, что как ребята классно едут и вообще и такой обидный Да, мы момент. наслаждались, наслаждаемся до сих пор. Мы сейчас вот забыли, для нас не было этого происшествия, к сожалению, оно было для судей. Для нас это была прекраснейшая программа. Да, хочется только похвалить вообще всю команду и ребят, потому что проделана очень большая работа, она видна. Видно, как прокат шел очень от души, с эмоцией, какие были глубокие дуги не только на каких-то сложных элементах, но и просто на связках. Сила катания, она скорость, и как просто мелькали бортики, когда мы смотрели, потому что скорость, она, правда, была большая. Ребята, не расстраивайтесь. Конечно, сложно так говорить, потому что я представляю, как сейчас нелегко, но интересные поддержки. Это с самого первого движения интересная Да. программа. Сразу в эмоциях, сразу в конфликте, во взаимоотношениях. Здорово. Такие спортивные твизлы у них, они прям такие вот, как... больше, я даже не знаю, хорошо это говорить или нет, больше спортсмены, чем танцоры в этот момент немножечко. Прям Ну, такие может быть, подтянутые. Может быть, именно в этот момент это упругие. очень хорошее, да, Может. как бы замечание. Но мне, правда, ребята понравились и энергетически, и внутри, по наполненности. Кстати, ногу дотянул на вращении, поставили все-таки 4-й уровень, хотя там что-то пересматривали. Вот это сложный у них, конечно, элемент, они этот глайдинг придумали, но там прямо теряется Вот, это досадное скорость. падение. Да, обидно. А как произошло? Как описать? Просто Ну, наверное, координация нарушилась. вот от души так катал, что, видимо, под конец немножко хотел еще сильнее выдать, потому что все уже было, это почти последний элемент. Но это элемент, то есть это не Это, какие-то да, соединительные это шаги, хорео. правильно? Это хорео... Да, это хореодорожка, и, конечно, это тоже очень обидно. То есть они могли получить на этом элементе где-то Хореодорожку. балла 3, а в итоге получили только балл 35 сотых, да еще и штраф за падение. Да, хореодорожка, она в базе стоит очень дешево, и все, что ты за нее получаешь, это плюсы от Судейские судей. плюсы. Да, и, конечно, когда происходит такая ошибка, ты очень много теряешь, то есть, наверное, по факту это баллы
3-4 и еще плюс дедакшн. Ну, то есть ребята потеряли достаточно много. Ну и плюс это не может не повлиять на компоненты, потому что если ты падаешь, у тебя не могут быть компоненты высочайшего уровня, это все влияет. Поэтому ребята замерли, это очень тревожное ожидание. И они 1/100 проигрывают в произвольном катании Зои Пестовой и Сергею Лагутову, но благодаря своему преимуществу после ритм-танца сохраняют позицию и, ну, оказываются не ниже 2-го места. Мы поздравляем ребят. Вот это да, вот это накал страстей, вот это тонкая борьба. Ну что, и в завершении этих соревнований в произвольном танце Мария Фефелова и Артем Валов, еще одни ученики Горшкова и Рязановой, на красивейшую композицию «Ave Maria» в исполнении Томаса Спенсера Уортли. Это парящая программа. Ох,
Браво, ребята, браво, справились, молодцы. Очень классная программа, такая вся на одном дыхании. Ребята пролетели ее и смотрелось восторг. Я в восторге, правда. Ребята молодцы. Смотри, какие они истощенные. Конечно, когда ты вот так катаешься, ты все эмоции отдаешь. И здорово. Постановка интересная, мне очень нравится. И много доделанных, красивых, длинных движений. Ребята, партнер очень высокий, у него красивые тоже линии. Партнерша, она такая милая, такая добрая. Мне кажется, вот именно эта программа, она прям для них подходит. Ребята молодцы, я их поздравляю. Они справились, и всегда завершать соревнования это очень сложно. И, конечно, к этому нужно привыкнуть, но и это тоже очень большой опыт. Тренеры довольны, радостные. Здорово. Я думаю, что вот такое легкое напряжение еще после программы у них из-за вот хореографической одной из поддержек, там что-то судьи поставили восклицательный знак. Сейчас это будем... на хореодорожке. Да, ну на хорео, да. Дорожки поставили attention. Сейчас посмотрим. Но насколько прекрасные совершенно уровни и оценки за исполнение. Мы сейчас увидели самые высокие оценки, например, за те же за ту же дорожку. Это поддержка, да, начнем вообще. с поддержки, конечно, головокружительной. И заход, и дальше очень быстрое вращение в шпагате. Классно смотрелось, я прям здесь чуть не аплодировал. 13 баллов за один элемент благодаря плюсу из 2 баллов. Ну, потому что это правда эффектно. Твизлы, как один человек, руки. Все. Безумно параллельно. Быстро. Да. Молодцы, ребята. Я прям поздравляю. Это очень хороший прокат, достойный прокат. Вращение с очень сложной позиции. Мы ее, к сожалению, не видели, с которой, ну, точнее, не видели в повторе. Да, но мне показалось, что немножко покачало партнера. Ну, об этом никто не узнает, кроме тебя. Согласен. Уже. Просто каждый элемент настолько решительный, настолько наотмашь, аж дух захватывает. Когда они даже во вращение вошли вот в этой сложной позиции, у меня было ощущение, что, господи, только не упадите. Настолько она назад откидывается, ложится, как будто на лед, но лежит. А в каком он положении, в каком партнер положении? Прям на дне. Это очень тяжело. Да. И поймать этот баланс, наверное, очень долгой работы стоит. Очень. Это правда. Но видишь, как напряжены все-таки, потому что боятся, переживают, что, может быть, на вот этой хореографической дорожке потеряют какое-то количество баллов, что им помешает занять лидирующую позицию. Но я считаю, что это просто... да, что это вряд ли возможно на таком уровне программы. Полностью согласен, что, не знаю, мне хочется только говорить положительно о ребятах, они молодцы, и вот ждем. Набирают 97. И они первые с огромным преимуществом. 6 баллов перед ближайшими соперниками. Это по итогам произвольного катания. А по сумме 2 программ аж 12 баллов впереди. Вау, ну, ребята молодцы, они заслужили, катались сильно, мощно, с душой. И, конечно, хочется всех поздравить с окончанием этого турнира, потому что он был очень интересен. Я хочу очень сильно поблагодарить всех и за то, что у меня была такая прекрасная возможность здесь с вами смотреть наших юниоров, наше будущее. Ребята молодцы. Да, много было каких-то ошибок, но это всегда опыт. И, конечно, мне хочется прям пожелать ребятам от всего сердца удачи, и чтобы никто не сдавался, всегда больше работайте и превозмогайте себя. Это очень важно. Спасибо большое. Это были Василий Соловьев и Иван Букин, которые получили удовольствие от произвольного и ритм танца за эти 2 дня. Спасибо, Вань. До встречи. Спасибо большое. Чтобы рассмотреть красоту в деталях.
стоим. Дальше все уже. Уважаемые дамы и господа, мы начинаем торжественную церемонию награждения призеров и победителей среди танцевальных дуэтов, выступающих по программе «Кандидаты в мастера спорта». Первое место и звание победителей завоевали Мария Фефилова, Артем Валов, Московская область. Серебряными призерами становятся Варвара Слуцкая, Глеб Гончаров, Москва. И бронзовые медали завоевали Зоя Пестова, Сергей Лагутов, Москва. Медалями призеров и победителей награждает председатель Комитета Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Евгеньевич Нилов. Цветы призерам и победителям вручает главный судья соревнований Галина Голубкова.
Награждается тренер пары, занявший первое место, Алексей Горшков. Уважаемые зрители, еще раз ваши аплодисменты всем призерам и победителям. Пожелаем им счастья, удачи и спортивных побед. На этом церемония награждения подошла к концу. Через несколько минут на лед выйдут спортивные пары.
Фигурное катание не описать словами. Это то, что надо видеть. Чтобы рассмотреть красоту в деталях, ощутить напряжение каждого момента и разделить эмоции финала. Наслаждайтесь фигурным катанием на любом устройстве в видеосервисе Wing. Ростелеком. Технологии и возможности. Выступает Ростикс. Эффектное вращение, безупречное приземление и сочный финал. Максимальный балл и максимальный момент удовольствия от вкуса любимой курочки и любимого спорта. Ростикс. Настроение есть. Среди бескрайних просторов, где бьется сердце настоящей свободы, находится она, земля приключений. Здесь природа рассказывает свою удивительную историю силы, красоты и величия. Ты готов стать частью этой истории? Дальний Восток и Арктика ждут искателей приключений. Сними короткий фильм о своем путешествии. Участвуй в конкурсе. Вступи в гонку за главный приз – 3 миллиона рублей. Пеший, водный или зимний маршрут. Выбери свой путь к победе. Земля приключений покорится настоящему путешественнику. Условия на сайте путешественник.тв.рф. Господа, соревнования продолжаются, и через несколько минут на лед выйдут спортивные пары, которые представят произвольные программы. Уважаемые зрители, мы напоминаем вам, что во время соревнований запрещена фотосъемка с использованием вспышки, поскольку это может привести к травме спортсменов. Большое спасибо за понимание. Прежде чем спортсмены выйдут на лед, разрешите представить официальных лиц соревнований, оценивающих данный вид. Старший судья Мария Грибоносова-Гребнева, Москва. Судейская бригада. Судья номер 1 Юлия Соловьева, Томск. Судья номер 2 Лолита Лабунская, Москва. Судья номер 3 Оксана Калугина, Санкт-Петербург. Судья номер 4 Елена Левковец, Свердловская область. Судья номер 5 Наталья Богуш, Самара. Судья номер 6 Анастасия Юрченко, Санкт-Петербург. Судья номер 7 Светлана Кандыба, Москва.
Представляем техническую бригаду. Технический контролер Ольга Кожемякина, Москва. Технические специалисты Александр Кузнецов, Москва. Лариса Федосеева, Санкт-Петербург. На лед приглашаются участники первой разминки. На разминке находятся Дарья Третьякова, Александр Самаруков, Санкт-Петербург. Виктория Двинина, Виктор Потапов, Пермский край. Ева Гуде, Андрей Рудь, Москва. Разрешена 6-минутная разминка. Продолжаются соревнования Гран-при России среди юниоров. На 4-м этапе очередь произвольных программ в парном катании. Всего лишь 6 пар принимают участие в этих соревнованиях. Тем быстрее, стремительнее они пролетят, как одно мгновение. И на льду уже первая группа участников из 3 пар, с которыми мы с вами и познакомимся. Вчера катались хорошо юниоры, катаются юниоры в спортивных парах ничуть не хуже одиночников. Да, может быть, программы где-то проще, где-то не такие мощные, но надо сказать, что по баллам зачастую юниоры не проигрывают некоторым взрослым. И когда все эти молодые ребята, которых вы видите на юниорских соревнованиях, доберутся до взрослых, то будет какой-то передел сфер влияния, мне кажется, потому что результаты, конечно, будут трещать. Дарья Третьякова и Александр Самаруков первыми будут кататься. Это пара, которая тренируется в Санкт-Петербурге в школе Тамары Москвиной, где работают выдающиеся специалисты, в недавнем прошлом мощные спортсмены. Один из них Александр Смирнов на ваших экранах. Вместе с Николаем Морошкиным готовят они программы для своих спортсменов. Причем у Смирнова на этих соревнованиях сразу 2 пары. Одна, как вот мы видим, пока что, к сожалению, выступает первая. Это значит, что в короткой программе она заняла последнее место. Но есть у Александра Викторовича и пара, которая претендует на пьедестал, а может быть даже и на победу. Посмотрим, как будут развиваться дела на этом турнире, в этих соревнованиях. Виктория Двинина и Виктор Потапов. Это пермская пара, которая тренируется у Павла Слюсаренко, Татьяны Дудвасиловой и Егора Закроева. Виктория ранее занималась одиночным катанием. А когда Виктор Потапов разошелся со своей предыдущей партнершей, то и сформировалась новая пара, новый дуэт. Катаются вместе уже 2-й сезон. Ну, то есть больше года существует пара, чуть больше года. Первые скатанные результаты были еще в предыдущем сезоне на этапах юниорского гран-при, где они брали бронзу дважды. Большие молодцы в первых же своих стартах брать медали на этапах гран-при. Хороший результат. И в завершении группы участников пара Ева Гуде и Андрей Рудь. Это Москва. Арина Ушакова, Сергей Карев их тренируют. Также в недавнем заметные спортсмены. И теперь в роли заметных тренеров. У бортика с серьезными лицами, как и подобает всем тренерам. Других лиц у тренеров, по-моему, быть не должно. На разминке уж точно. Я сейчас спрашиваю у моего сокомментатора, двукратного олимпийского чемпиона Максима Транькова. Привет! Здравствуй, Василий. Здравствуйте, дорогие зрители. Можно ли стоять и улыбаться тренеру на разминке? По-моему, это не положено по правилам. По крайней мере, другого не вижу. Да нет, можно, конечно, разные бывают спортсмены.
спортсмены, разные бывают тренеры. Иногда, чтобы разрядить обстановку, можно и улыбнуться, и пошутить. Но в основном, когда наблюдаешь, конечно, тут не до веселья, потому что для тренера выступление их спортсменов — это едва ли не более тяжелое испытание, чем для самих главных действующих лиц соревнований. Да, зачастую приходится прям как-то вот эту боль за своих дорогих тебе людей, а ученики, это же они практически как дети, и вот ее куда-то убирать и забывать про то, что эта боль существует. И ведь нужно же еще их подталкивать вперед. Ты видишь, что человеку, предположим, больно, или он устал, или у него что-то не получается, а его нужно иногда, между прочим, и встряхнуть наверняка, да? Ну, конечно, разные бывают методики тренировок и воздействия на спортсменов. Где-то нужно даже так построже быть, где-то наоборот. Все как с детьми, ты абсолютно прав. И даже со спортсменами гораздо больше возишься и времени проводишь, чем со своими детьми. И учеба, и здоровье, и все это тоже на плечах лежит у тренеров. Зачастую спортсмены, конечно, становятся прямо семьей, второй семьей тренеров. Это правда. Ну вот я понимаю, что я, может быть, слишком романтично выгляжу в этой ситуации, но у меня дедушка был тренером по борьбе. Мы до сих пор общаемся с детьми его учеников. Вот насколько это близкая и тесная связь. Только вчера вот переписывался. Что у нас на разминке? Показывают нам в основном девчонок. Они как-то себя более активно, видимо, на разминке ведут. Парни просто ездят, а девчонки напрыгивают одна за другой. Ну, девчонкам посложнее координационно. У них и прыжковые элементы, и правда, выбросы, девчонкам и подскоки. посложнее? Или ты имеешь в виду, у них задач больше в парном Конечно, катании? сложнее девочкам. У них, Ну, в парном катании. Ну, естественно. Все, я понял. Я думал, им вообще сложнее прыжки делать. Нет. Ну, в парном катании у девочки, на девочку очень большая ответственность и груз ложится, поэтому... Это правда. Мальчик так, домкрат. Ты же скромный. Сегодня Максим Троньков — это сама скромность. Шутки в сторону. Начинаются соревнования. И первыми выступают Дарья Третьякова, Александр Самаруков. Кататься они будут под, наверное, одной из самых известных киномелодий. Почему? Потому что вот эти 4 ноты и щелчки пальцами, они узнаются сразу, как «Семейка Адамс».
Вот соревнования в парном катании и открытая произвольная программа. Дарья Третьякова, Александр Самаруков. Ребята, которые пока только в раскачке, приходится это признавать. Ничего тут, конечно, не поделаешь. Пара пока еще не дает нам мощного катания, при том, что потенциал у нее, безусловно, имеется. Но как-то говорят у вас, у спортсменов, наваляли или не говорят? Уже? Ну, говорят, конечно, но эта пара не наваляла. А эта что пара сделала? наделала ошибок, насрывала Наделала элементов, ошибок. но не валялась. Да. Наваляла это, когда несколько падений То есть надо дифференцировать. совершила, Я да. понял. Вот. И здесь, конечно, ошибки были. Сыроватая такая парочка пока, как у нас тоже говорят. То есть еще есть у них над чем работать, и довольно много над чем. Но вот над подкруткой почти не нужно. Почти, потому что только 3-й уровень, можно получить 4-й. Но 3-й уровень это тоже очень хорошо. Тройной сальхов параллельный. В каскаде с двойным акселем. Здесь предполагался еще один аксель. Вот даже партнерша подумала. Но молодец, увидела, что у партнера сложности с приземлением. А здесь не молодец. Здесь только двойной. И не стала добавлять двойной аксель. Еще один. Вот. Поддержка, к сожалению, была сорвана. Но вот делай сложный спуск. Приземляйся на одну ножку. Зачем показывать всему свету, что что-то пошло не так? Ну, получишь ты этот базовый уровень уже в любом случае. Не надо было, конечно, тут показывать. Это вот говорит об опыте пары. Надеюсь, что больше им этот опыт применять не придется, и с поддержкой все будет в порядке. Выброс сальхов. Поборолась, так немножко спинку уронила, но на одну ножку. Вот выброс флип был такой прям опасный. На 2 ноги, лишь бы не упасть. Но в целом набираются опыта. Уже 2-й этап гран-при для них. И получше они выглядели уже даже буквально через несколько недель. Действительно прогрессируют потихонечку в сезоне. Это самое главное. Александр Самаруков за произвольную программу набирают 85,29 балла. Общий результат за 2 программы составляет... Результат на ваших экранах. И от него и будем в дальнейшем отталкиваться и идти вверх. Напоминаю еще раз, что пара была последней после короткой программы. И там их обогнали и заняли предпоследнее место Виктория Двинина, Виктор Потапов из Перми. Думаю, что вы догадались по этому мундиру, что это, конечно же, Щелкунчик.
Вот такая, как говорит Максим, новогодняя программа с новогодним настроением. Ждем наступления Нового года. Будет востребовано. Виктория Двинина, Виктор Потапов из Перми. Да, это единственный дуэт в короткой программе, который допустил падение, и только по этой причине оказался в этой, наверное, первой разминке и под вторым стартовым номером. В произвольной было все гораздо более удачно, но, тем не менее, все равно у партнерши на приземлениях постоянно возникали какие-то проблемы. Она не могла... Может быть, где-то ножки тряслись так, волновалась. Бывает такое. Ну, вроде бы не было никаких причин, но... Как в развязанных коньках у нас вот так говорят. Приземлялась она на лед. А Виктор молодец, очень хороший, надежный партнер. Мне прям понравилось, как он поддержки делал здорово. И так уверенно последнее совместное вращение, считал обороты, все. Все, что нужно партнеру делать, все делал. Порхает в его руках партнерша. Да, конечно. подкрут очень тоже неплохой. 3-й уровень, шпагатик надо добавлять для 4-го. Вот, тройной сальхов, выброс вроде бы приземления. Нет, дрогнули ноги у Виктории. Опять же, параллельный тройной сальхов. Приземляйся. Нет, и здесь тоже. Еще и недокрут. Тройной тулуп. Двойной аксель. И должен был быть еще один, но не стали рисковать ребята. И тоже недокрут находят у партнерши на тулупе, поэтому... Ну, такой небольшой недокрутик, не то, что там прям галочку ставят в суде, отмечается, можно сильно недокрутить полоборота, тогда 2 галочки. Если четверть оборота, 1 галочку, и понижение идет еще больше, а и Q еще букву ставят, то есть это меньше четверти недокрут, но тем не менее понижается и GOE, и стоимость. Поэтому над прыжками нужно поработать. Поддержки здорово, поддержки здорово. Обе 4-го уровня, уверенного, с хорошими надбавками. Вот совместное вращение. Не было положения стоя. 2 оборотов в положении стоя, поэтому... Ну, как ты и говорил, большая нагрузка на партнерши. И вот, ну да, конечно, когда тебя крутят, вертят вниз головой. Вика, да, немножечко... закрутилась, завертелась с этими приземлениями. Можно лучше. И нужно. Да, и нужно. Красивая пара. Нужно просто немножко поуверенней исполнять элементы. Ничего, доработают. В Перми знают, как это делать. Там Павел Слюсаренко, Егор Закроев. Уже настоящие мастера своего дела. Настроят как музыкальный инструмент. 96,9 балла. Общий результат за Сохраняют они, понятное дело, свою позицию относительно Третьякова и Самарукова. И в завершении группы участников на льду Ева Гуде и Андрей Рудь. Ученики Ушакова и Карева. Катаются они под программу «Je suis malade», которая является такой знаковой в свое время программой для Кейтлин Уивер и Эндрю Поже в танцах на льду. Но серьезная программа с серьезным смыслом, серьезным текстом и подтекстом. Je suis seul sous toi, je suis laissé sous toi, comme une orpheline. Dans un dortoir, je n'ai plus envie de vivre ma vie. Ma vie, c'est ce quand tu pars. Je n'ai plus de vie et même mon lit se transforme en cœur. Quand tu t'en vas, je suis malade, complètement malade. Mon corps m'a laissé par le soir et qui me laisse sur la mer. Mon Dieu, ce soir je suis malade.
rien dans tes sons. Comment empêcher? Je suis accroché à toi. Je suis fatigué, je suis épuisé de vexer d'être heureuse. Quand tu sois là, je vois toutes les nuits, mais tu es risqué pour moi. On ne m'aime plus et tous les matins portent ton amour. Je sais que tu es partout, je suis malade, complètement malade. Tu passes un monde sur ton corps et je suis comme un oiseau, comme toi et quand je suis. И эмоциональное завершение программы Евы Гудель и Андрея Рудя. Да, так... Хочется поздравить, с одной стороны. Если бы вычеркнуть еще вот это падение на Луце у партнерши. Потому что начали-то бойко. И классно начали. С флипом и 2 акселями. Ну, прям заглядение было смотреть. И уже прям я даже воодушевился. И подумал, а вдруг? Серьезный очень контент заявлен был у этой пары. И здесь и параллельный тройной флип в каскаде с 2 акселями, который был выполнен. В принципе, очень так уверенно. И тройной луц, но, к сожалению, с тройного луца было допущено у партнерши падение. На выбросе чуть-чуть наковыряли на втором, но в целом так хорошая заявка такая. Тренер хвалит партнершу, видимо, выстояла большую часть того, что предполагалось. Ну, оно так и есть. И героиня, очень красивый был, мне понравился выброс у них, так, как она выехала, так мягенько-мягенько. Подкрутка такая немножко в борьбе, тяжеленькая, но в целом 2-й уровень. Вот флип, тут неясное ребро. Отмечают это судьи, ставят восклицательный знак. Ребята все это увидят потом и будут следить за этим. А вот Луц, к сожалению, не дошла немножко. Упала. Ну что ж поделать. Нужно вставать и здорово кататься дальше, с чем Ева и справилась. Обе поддержки 4-го уровня были выполнены. Уверенно. Вот этот выброс тебе понравился? Да? Понравился. Да, хорошо так. На мягкую ногу приземлилась. А как, кстати, получается, вот, что кто-то приземляется очень жестко, а кто-то очень мягко? Это в какой момент? Работа коленом кому-то, в принципе, не дано хорошо работать коленями, то есть либо в детстве не научены, либо, ну, вот жесткие ноги, такое бывает. В фигурном катании, конечно, проще тем, у кого ножки мягкие, такие кошачьи. Вот, и у этих ребят это, в принципе, есть, присутствует довольно такие мягкие колени у ребят. То есть, грубо говоря, тому, кому не дано, у него вообще не будет мягкого выезда никогда, да? Почему будет? У меня он натренировывается. Да. Понял, отлично.
назад. Ее программа составляет 150. Они на данный момент лидируют с преимуществом в 9 баллов, то есть свою позицию сохранили. А впереди выступление еще 3 спортивных пар, которых мы ждем на льду. На лед приглашаются участники второй разминки. На разминке находятся Кира Доможирова и Илья Вегера, Пермский край. София Диана Касинц, Александр Бригей, Санкт-Петербург. Таисия Гусева, Даниил Овчинников, Москва. Разрешена 6-минутная разминка. Плотненько-плотненько во второй группе участников расположились пары. Отставание совсем ничтожное. Как кто какое место займет, мы даже предположить не можем. Все зависит от ребят, от их настроя, от их набора элементов, частоты катания. А юниоры, они могут блеснуть частотой катания. О, школьница сегодня в образе. Да, Кира Доможирова, Илья Вегера — это прошлогодняя их произвольная программа, которая так вызвала бурю эмоций в кругах, освещающих фигурное катание, прекрасно и далеко. Вот они на наших экранах, пионеры. Катаются они тоже у Слюсаренко, Тудвасева и Закроева. И это спортсмены с такой комплекцией занятной, что девочка вот совсем невысокого роста и порхает даже не как пушинка, а как песчинка практически, настолько легкая, на подъем, эмоциональная, быстрая, спортивная, взрывная. Будет интересно посмотреть на эту их программу. На втором месте после короткой программы София Диана Казинц и Александр Бригей. Это вот как раз вторые ученики по списку, но не по значению на этом турнире. У Александра Смирнова и Артура Минчука. Да, и у них контент, вот мы видим, уже гораздо более серьезный, чем у Доможировой и Вегеры. Но это не значит, что у Доможировой и Вегеры нет шансов побороться за то, чтобы подняться повыше, потому что этот контент сложно еще нужно выполнить. И это всегда риск. Александр Смирнов на наших экранах, двукратный чемпион Европы в парном катании, призер чемпионата мира. Контент важен, конечно, в спортивных парах. Вот, еле-еле разъехались. Опасно это все у вас. Да, нужно следить на разминке друг за другом. Таисия Гусева, Данила Овчинников. Еще одна малышка, одна другой меньше у нас в этой разминке. Ну, юниорское катание тем и символично. Вот у них Ирос, но тренируют. Заявлена 4-я подкрутка в их произвольном катании. Их тренер Филипп Тарасов следит за подготовкой. Да, у них самый серьезный контент. И они дебютанты на соревнованиях такого уровня в юниорском катании на Гран-при России. Поэтому им еще и волнительно не только за свои сложные элементы, но еще и за лидерство, которое вот вам и 4-я подкрутка. Легко и непринужденно. И прыжковый контент серьезный заявлен тоже у ребят. То есть получается, что они сначала для разминки сделали тройную, потом двойной они сделали, даже двойная с таким была. зависиком, что... Чтобы почувствовать. Или это такой легкий тройной был? Ну, А что-то для разминки сделали, в общем. Не 4-ное. Выбросы разминают Диана Касинц и Александр Бригей. И показывает ему, что все здорово сделано было партнером. И с Сальховым борется Кира Доможирова. Пока только двойной, для разминки, для затравки. Посмотрим. Ну, вчера с Акселем тоже было на разминке. Не все гладко. Она на старте вышла и сделала уверенный параллельный двойной аксель.
А вот Диана Кассинс ошиблась на акселе, тем не менее на второй строчке остановились. Здорово выполняют, уверенно выбросы на разминке. Ну, на второй строчке, потому что какие-то другие элементы и компоненты помогли им Конечно, да. обогнать своих соперников. Что, опять же, неизвестно, как дело будет сегодня. Спортсменов, участвующих в этой группе, мы уже видели на предыдущих соревнованиях. В частности, Домажирова и Вигера взяли серебряные медали в Магнитогорске. Общая сумма у них была 175 баллов. Можете в том числе на нее ориентироваться, посмотреть, сравнить, как спортсмены выступили там, как здесь. Если наберут 175, это получается больше, чем на 15 баллов, чем у ближайших сейчас преследователей Гуда и Рудя, но у них и разные, наверное, весовые категории, да, их вряд ли стоит сравнивать. Или все-таки... Да нет, можно, там тоже очень серьезный контент, там просто, ну, может быть, компонентов будет поменьше. Но в целом-то и постарше Гуда, Рудь, и так поувереннее катаются. Тройной луц. А Диана, София Диана и Александр были в Магнитогорске третьими. То есть их противостояние прям такая вырисовывается, да. Пока по-другому. Поменялись местами после короткой программы. Посмотрим, как то будет после произвола. Внимание, пары. Разминка закончена. Просим покинуть лед. Настроечка последняя, заключительная, перед выходом. Символичный песик этот их всегда на месте. Супер салфетница невероятнейшая. Да, мода сейчас в фигурном катании. Приглашаются Кира Домажирова, Илья Вигера. Что ж, удачи. Удачи в их программе на музыку «Крылатые качели» и прекрасная «Далека». Сплошная ностальгия для взрослых зрителей фигурного катания, которым бальзам на душу льют Кира и Илья. Только ветер, только радость впереди. Взрывая
прекрасное, далеко, а точнее оно уже настало в какой-то мере для нас, как зрителей, для Киры Домажировой и Ильи Вегеры, потому что они Откатались сделали здорово, очень хороший здорово, прокат. да. И Илья немножко качает головой, корит себя, потому что именно он допустил эту единственную ошибку серьезную в этой классной программе, потому что именно вот при выполнении тройного тулупа как крылатые качели разлетелись кто куда, ребята. Да, балла 3 на этом было потеряно в тулупе партнерам. Не знаю, если настолько плотная борьба, может быть, и 3 балла будут иметь значение. Да, но у них очень хорошая плюсовая зона у элементов, то есть практически все элементы с надбавками находят кушечку, недокрутик при выполнении тройного сальхового и двухдвойных акселей каскада судьи. Я не заметил в трансляции. Сейчас под микроскопом рассмотрим. Отличники. Подкруточку чуть-чуть смазали приземление, потеряли уровень вот здесь. Коснулось, мне кажется. Поэтому второй уровень. С этого ракурса не нормальный видно, как сальхов, прошло. не знаю. Так, аксель. Первый. Может быть, наверное, у Ильи. Ну да, вот Ну, сейчас. молодец. Просто плюс старт девочка, потому что на разминке Киру мы видели, были проблемы. А на старте вышла и все сделала, как и в короткой программе. И четко прыгнула прыжки. Илюш тут, конечно, вывалился. Выбросы какие классные, приземления. Ну, это фирменный элемент в Перми, выброс. Даже мы с Татьяной Волсажар на заре своей совместной карьеры ездили в Пермь, чтобы наладить технику выбросов. Ничего себе. Да, к Валерию Николаевичу Тюкову, царство ему небесное. Классный был специалист. Мой первый учитель, так сказать. Но возвращаясь к ребятам, очень интересные поддержки, хорошее положение, сложные входы, выходы, посмотрите, без потери хода. Все это судьями оценится и плюсуется. Легко, изящно. Да, вращение уровень 4, 2 поддержки уровень 4, 4 уровня Тодос назад наружу, что тоже очень здорово. Это я еще при просмотре отметил и сказал, что ну поставьте 4, ну точно было. И было, все увидели, все докрутили, все поставили. Очень хорошая сумма баллов, я думаю, будет. Соперник, привет. Тулуп надо прыгать, Илья. Они получают на 5 баллов больше, чем они получили в Магнитогорске 2 недели назад. По сумме 2 программ, то есть 180-32. Ну, это заявка на самое высокое место, чтобы соперники не расслаблялись. Для исполнения произвольной Я думаю, они и не собирались расслабляться. София Диана Казинс и Александр Бригей следующими катаются. Помним мы эту прекрасную цветовую гамму, которую отмечали на их предыдущем турнире. Конечно же, из фильма «Отель Гранд Будапешт». Невероятно стильные костюмы, навеянные кинематографом.
София Диана Казинц и Александр Бригей в стараниях, сражении свою программу откатали. Не получилось, к сожалению, легкого проката. Много вопросов и сложностей возникло по ходу программы. Ну, в частности, мы до сих пор не можем понять, как будут оценены кое-какие элементы секвенции из прыжков. И пока она стоит на пересмотре, и мы не знаем, много что элементов с этим на делать. пересмотр, да, хотя ребята здорово начали с такой классной подкрутки 4-го уровня, максимальный уровень сложности, с хорошими надбавками, стоимость у нее почти на балл, они превысили стоимость этой подкрутки. Если она стоит 6 баллов, то они получили 6,96, то есть очень хорошая надбавка за нее. А вот дальше начались проблемы. Заявленный был каскад Тронелуци 2 акселя двойных, но оба партнера на выезде ошиблись, коснулись льда рукой, и уже там неудобно было добавлять прыжки. Нужно, значит, было двигать программу, то есть дальше по программе их делать. И началась немножко чехарда там. Сейчас все обсудим. Итак, подкрутка. То, о чем я говорю. Хорошая ловля, хороший выезд. Вот он Луц. Тут еще ребро найдут точно. Вот коснулись оба рукой. Да, ставят восклицательный знак. Сальхов. И здесь вывалился немножко Саша. Аксель уже совсем таким горохом пошел, как мы это называем. И вот встала на 2 ноги. София Диана Казинц уже не хотела, ну, как бы думала, что только с одним акселем будут делать. А Саша стал добавлять, ей тоже пришлось, но уже как будто закончилась комбинация. Теперь у них упадет очень сильно оценка, мало того, что минус. Ну, вот выброс шикарный был, флип. Сами придумали себе там немножко То есть второй грязи аксель в программе. Второй аксель в секвенции просто не засчитали. Ну да, получился, и что всё. трон-аксель плюс двойной аксель секвенция. Ну и все, и аксель вылетел второй как лишний прыжок. Вот, вращение. 4-й уровень Тодос назад наружу только 2-го. Поддержки обе 4-го. Ну, как будто бы техника, конечно, пониже, чем у предыдущей пары, у Киры Домажирова и Ильи Вигера. И сейчас только компоненты будут решать. Но я думаю, что здесь очевидно все понятно. И Вторые по произвольной, вторые по сумме программ, а это значит перед выступлением Таисии Гусевой и Даниила Овчинникова, что гарантирует себе только 3-е место. Но еще все зависит от этих ребят. Им тоже нужно выполнить свою работу четко, здорово и не дать соперникам их обойти. Таисия и Даниил катаются под музыку Эдвина Мартина, когда-то написанную для олимпийской программы Евгения Плющенко.
Завершилось катание Таисии Гусевой и Даниила Овчинникова такой драматической ситуации на, казалось бы, хореографической последовательности. Даня. Ай-яй-яй. Это программа, которая началась с рекордного для и ребят, и юниорского катания Вот только четверного перед отъездом. подкрута. Только перед отъездом с ребятами я разговаривал, говорил, что Тась, надо там кораблики, давай будем учить кораблики с тобой хорошие, чтобы были. Она говорит, да, я говорю, ты же кантиливер делаешь, и Даня говорит, все на мне держится. Ага. Вот и удержалась. Не удержалась. Ну зачем такой прокат? Ну ладно, молодцы ребята, для первого раза вообще шедевр просто, или как печатали, как печатная машинка элементы. Один за другим. Четверная подкрутка 3-го уровня. На тройном луце там, правда, что-то находит. Посмотрите, какая высота. Бух. Четко, здорово. Ну, вообще, лучше подкрутки я не видел, мне кажется. И вот он, тройной луц, на нем ребро находят. Судьи неясные отмечают восклицательным знаком. 2 двойных акселя. Вот флип. И тоже находят ребро. Ну, не знаю. Здесь, по-моему, все неплохо было. Тодос уровень 3. Хотя, ну, не знаю. Судьям виднее. И вот эта ошибка. Ай, конек в конек попал, ребята. Ну, тут не ошибка, тут просто... Подсекли, получается, да, друг друга. Конек в конек встретились. И так как конструкция на Дане, он и не устоял. Партнершу спас, сам упал. Обидно. Стоит 3 балла хореопоследовательности, когда тебе минус 2,50 ставят, все там 50 сотых за нее получаешь, теряешь, конечно, много. Вращение 4-го уровня, все здесь выполнено было здорово. Но будем смотреть. Еще с поддержкой сейчас пересматривают судьи. Не знаю, что там произошло. Все было выполнено классно. Мне кажется, просто уже... Ну, это я не знаю, почему она без оценки. 0 баллов пока что стоит. Ну, что-то у судей, какая-то мысль по этому поводу есть. Они же не озвучивают. Ну, просто они с таким прокатом сейчас проиграют, если эту поддержку не возьмут. А почему ее не взяли, я не очень понял. Поддержки были здорово выполнены. Да, они берут поддержку. Очень странно. Ну, интересно, после такого элемента, который они делают в самом начале своей программы, четверная подкрутка. Но этим элементом, тем, что они берут поддержку, просто пару лишает первого места судей сейчас. И как они это будут объяснять, и как-то объяснят, конечно, но это просто лишение пары первого места. А за что могут не взять поддержку? Может, какой-то нехват не сделали, или локоть он не выключил, но по мне вообще все было сделано нормально. 73 балла. Да, вторые, как по произвольной программе, так и по сумме 2 программ. И в итоге на ваших экранах финальное положение: Кира Домажирова, Илья Вигера на первом месте. Причем, если бы они откатались с тем же результатом, как в Магнитогорске, они бы не заняли первого места. То есть... повысили свой результат, получили победу в общей сложности. На втором месте Таисия Гусева, Даниил Овчинников, а София Диана Казинц и Александр Бригей третьи. Вот как мы и предполагали, что борьба будет насыщенной. Отрыв такой небольшой был после короткой программы. Но чтобы настолько непредсказуемо это было, мы даже такого себе представить не могли. Я себе не могу до сих пор представить,
где сердце находится у тех бригады, которая отбирает просто первое место у пары с шикарной четверной подкруткой, с двумя сложнейшими прыжками, с двумя выполненными тройными выбросами, просто вычеркиванием элементы из контента. Я просто сижу и развожу руками, ну, ладно, хорошо. Но надо Ребята пересматривать. будут злее. Надо пересматривать. Наверное, все-таки была какая-то ошибка. Может быть, знаю. мы настолько восхищались ребятами, что какую-то деталь взяли и упустили. Пойдем пересмотрим. С удовольствием. Спасибо. Сделаю это прямо сейчас. Василий Соловьев, Максим Троньков не прощаются с вами.
господа, начинаем торжественную церемонию награждения призеров и победителей всероссийских соревнований «Идель-2025» среди спортивных пар. Первое место и звание победителей завоевали Кира Доможирова, Илья Вегера, Пермский край. Серебряные медали завоевали Таисия Гусева, Даниил Овчинников, Москва. Бронзовыми призерами становятся София Диана Касинс, Александр Бригей, Санкт-Петербург. Медалями призеров и победителей награждает старший судья по виду Мария Грибоносова-Гребнева. Цветы призерам и победителям вручает технический контролер по виду Ольга Кожемякина. Награждается тренер пары, завоевавший первое место, Татьяна Тудвасева. Уважаемые зрители, еще раз аплодисменты нашим прекрасным парам. Пожелаем им счастья, удачи и спортивных побед. На этом торжественная церемония награждения.
Фигурное катание не описать словами. Это то, что надо видеть. Чтобы рассмотреть красоту в деталях, ощутить напряжение каждого момента и разделить эмоции финала. Наслаждайтесь фигурным катанием на любом устройстве в видеосервисе Dink. Ростелеком. Технологии возможностей. Выступает Ростикс. Эффектное вращение, безупречное приземление и сочный финал. Максимальный балл и максимальный момент удовольствия от вкуса любимой курочки и любимого спорта. Ростикс. Настроение есть. Среди бескрайних просторов, где бьется сердце настоящей свободы, находится она, земля приключений. Здесь природа рассказывает свою удивительную историю силы, красоты и величия. Ты готов стать частью этой истории? Дальний Восток и Арктика ждут искателей приключений. Сними короткий фильм о своем путешествии. Участвуй в конкурсе. Вступи в гонку за главный приз – 3 миллиона рублей. Пеший, водный или зимний маршрут. Выбери свой путь к победе. Земля приключений покорится настоящему путешественнику. Условия на сайте путешественник.тв.рф. Уважаемые дамы и господа, всероссийские соревнования среди юниоров Фидель 2025 продолжаются. И через несколько минут на лед выйдут юниорки, выступающие по программе «Кандидаты в мастера спорта», исполнят короткие программы. Уважаемые зрители, мы напоминаем вам, что во время соревнований запрещена фотосъемка с использованием вспышки, поскольку это может привести к травме спортсменов. Большое спасибо за понимание. Прежде чем спортсмены выйдут на лед, разрешите представить официальных лиц соревнований, оценивающих данный вид. Старший судья Светлана Кандыба, Москва. Судейская бригада. Судья номер 1 Анастасия Юрченко, Санкт-Петербург. Судья номер 2 Алла Машкевич, Челябинск. Судья номер 3 Лариса Казьмина, Санкт-Петербург. Судья номер 4 Мария Грибоносова-Гребнева, Москва. Судья номер 5 Ольга Кожемякина, Москва. Судья номер 6 Елена Левковец, Екатеринбург. Судья номер 7 Евгения Полысалова, Казань. Представляем техническую бригаду. Технический контролер Юлия Андреева, Москва. Технические специалисты Ольга Маркова, Москва. Татьяна Александрова, Казань. На лед приглашаются участницы первой разминки. На разминке находятся Елизавета Вагнер, Калужская область. Эльвина Тугузбаева, Республика Татарстан. Арина Ореховская, Оренбургская область. Ирина Горощук, Республика Мордовия. Екатерина Кольцова, Костромская область. Маргарита Котенева, Республика Марий-Эл. Разрешена 6-минутная разминка.
Дорогие друзья, приветствуем вас на соревнованиях юниорок на этапе Гран-при России в Казани. Это уже 4-й этап. В разгаре сезон, можно сказать. Старты идут один за другим. Все это старты важные, являющиеся отбором и к финалу, и к чемпионату, и к первенству. И на этих турнирах ответственность на спортсменок уже ложится вполне себе серьезная. А мы, зрители Первого канала, имеем возможность наблюдать за всеми этими соревнованиями в прямом эфире, в полном объеме, и это беспрецедентно. Комментировать выступления юниорок в короткой программе сегодня для вас будут Василий Соловьев и Анна Щербакова. Приветствую. Всем привет, друзья! Очень рада вновь оказаться на комментаторской позиции и вместе с вами наблюдать за соревнованиями наших прекрасных девушек. Девушки действительно прекрасные, все изящные, спортивные, подтянутые, целеустремленные. Их 18 человек, и это будет длинный путь, да, короткая программа, но множество различных надежд будут девушки своей программой выражать на этот турнир. Елизавета Банных первая будет выступать на этих соревнованиях из Калужской области. Вслед за ней Эльвина Тугузбаева, она в свою очередь из Татарстана. Вот она на ваших экранах, 14 лет ей. Ну, здесь всем 14, 13, 15, совсем все молодые. Серебро на всероссийских соревнованиях в Тюмени она получила. Первый случай в истории ямальского фигурного катания, когда спортсменка получила серебряную медаль на соревнованиях с участием фигуристок из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Перми. Вот такая статистика в свое время. Далее будет кататься Арина Ореховская из Оренбурга. Арина в том числе умеет прыгать и четверные. Видели мы ее на этапе Гран-при в Магнитогорске, где она заняла 5-е место. Ее тренеры Елена и Екатерина Михайловы на ваших экранах. Из Мордовии Ирина Горощук. Победила в прошлом году на всероссийских соревнованиях памяти Александра Горшкова. А еще чуть раньше на турнире «Мордовские узоры». Короткая программа у девушек, конечно, такое испытание, когда очень мало каких-то разнообразий в прыжках, все довольно-таки однообразно и похоже, но все нужно сделать очень чистенько, аккуратненько для того, чтобы выделиться. Да, в элементах нету простора для фантазии. Есть обязательный двойной аксель, обязательный прыжок тройной ридбригер. И лишь в каскаде можно немножко пофантазировать. Но я вот посмотрела, практически все участницы заявляют один и самый дорогой каскад, тройной луз, тройной тулуп. Так что будет буквально пару исключений. Но в остальном и в основном у девочек одинаковый набор прыжков. И здесь будет борьба идти на чистоту, на дотянутые линии, на интерпретацию программы, на уровне во вращениях, дорожках. И вот из этих мелочей как раз-таки будет складываться итоговая таблица по коротким программам. Так что вот сегодня нет права на ошибку. И действительно девчонки, которые будут бороться за самые высокие позиции, должны будут безукоризненно откатать свои программы. Екатерина Кольцова из Костромской области. Ее тренер Юлия Тащикова. Серебряный призер командного первенства по прыжкам. Внимание, до окончания разминки
единственный регион, Кострома, это представители которого участвовали в чемпионате России по прыжкам в 2024 году. Остальные были все москвичи. В прошлом сезоне 2-е место на соревнованиях «Северный вальс», 1-е место на соревнованиях в Вологде. И девушка из спортивной семьи, в семье Кольцовых. Раньше занимались и мама фигурным катанием, и старшая сестра. А тренер Юлия Тощакова – это президент Федерации фигурного катания на коньках Костромской области. В завершении группы участников будет кататься Маргарита Котенева. Это из республики Марий-Эл. Она приехала. Ее тренеры Ирина Щербакова, Анна Бондарева. Ну, итак, вот у всех написано там, какое музыкальное произведение, кто композитор, название, еще что-то. У Маргариты Котеневой просто обозначено танго. Все, дальше додумайте сами, что за танго. Но мы услышим и обязательно поймем. Но это будет в завершении разминки. В завершении группы участников. Сейчас разминка завершена. И первый на лед выходит Елизавета Банных из Калужской области. Катается она под пение израильской певицы Юваль Рафаэль с такими серьезными текстами. Очень красивая мелодия. Давайте пожелаем ей удачи. And even if you say goodbye, you'll never go away. You are the rainbow in my sky, my colors in the gray, my only wish upon a star, sunshine in the day, the only song that my piano ever plays. And even if you say goodbye, you'll always be around to lift me up and take me high, keep my feet close to the ground. Are you proud of me tonight? Dreams are coming true. I choose the light, nothing to lose if I lose you. New day will rise, life will go on. Everyone cries, don't cry alone. Darkness will fade, all the pain will go by, but we will stay, even if you say goodbye. Et même si tu dis adieu, tu ne partiras jamais de l'arc-en-ciel dans mon ciel bleu. Mes couleurs dans le cri, l'amour se souhaite sous un ciel tard, un rayon de ma journée, la seule chanson que mon piano peut jouer. New day will rise, life will go on. Everyone cries, don't cry alone. Darkness will fade, all the pain will go by, but we will stay, even if you say, yeah, they will rise, will go on. Everyone cries, don't cry alone. Darkness will fade, all the pain will go by, but you will stay, love of my life. מים רבים לא יכבו את האהבה, ונהרות לא ישטפו. New day will rise, everyone cries, don't cry alone. Darkness will fade, all the pain will go by, but we will stay, even if you say goodbye. A new day will rise. New day will rise. Ну вот так. Сложно всегда выходить первым. Еще все пристально на тебя смотрят, и зрители телевизионные, и комментаторы, и самое главное, судьи. И мы сейчас будем с интересом
анализировать и наблюдать, а как судейство будет происходить на этом этапе. Потому что вот от этапа к этапу, и даже от вида к виду, так вот по-разному иногда смотришь, и прямо сразу прессинг, и все пересматривают, и внимательно, недокрут, и все. А потом другой этап или другой вид смотришь, и так уже как-то посвободнее получается. Да, фигуристы зачастую говорят, что нельзя сравнивать оценки между разными соревнованиями, потому что от судейских бригад и технических специалистов, конечно, все равно многое зависит. Как мне кажется, по первому выступлению можно сказать, что довольно строгое сегодня судейство, потому что прекрасно откаталась Елизавета и очень хороший тон задала сегодняшним соревнованиям девушек. Начала с каскада тройной луц, двойной тулуп, но углядели там неверное ребро, поэтому стоимость, конечно же, будет сильно снижена. И базовая, и оценки от судей тоже будут отрицательными. Затем двойной аксель, выполненный хорошо, и тройной ридбригер во второй половине программы ставят недокрут, поэтому тоже оценка будет снижена. Но надо сказать, что выступление было очень хорошим, все выполнено на очень хорошем уровне, и эмоционально каталась Лиза сегодня, и прыжки все выполнила, вращение 4-го, 4-го, 3-го уровня, на хорошие уровни, дорожка 2-го уровня. Мы знаем, что у юниоров уже в этом году очень строго дорожки шагов оценивают, и 3-й уровень буквально единицы получают на соревнованиях, даже 3-й. Так что сегодня очень достойное начало коротких программ. Да, молодчина, здорово. Ну и они радуются вместе со своим тренером Виктором Гейером. Также она тренируется у Кристины Ермоновой. Видно, что довольна сегодняшним прокатом. Молодчина. Абсолютно заслуженно, да, может порадоваться. Ловит драйв и такое хорошее музыкальное настроение. Это прелестно. Ну, а мы ждем первых оценок, потому что судьи теперь еще и пересматривают одно из вращений, да? Прыжок во вращение они смотрят. Понизили даже уровни во Понизили. вращении. Да. Строго сегодня будут оценивать явно девчонок. Пожелаем им крепости духа. С другой стороны, нужно кататься выше на 2 головы, даже своего собственного проката, и тогда, как говорила Татьяна Анатольевна, на хорошо не скажешь плохо. 44 балла она набирает. И отсюда мы и начнем наш отсчет. Эльвина Тугузбаева на льду из Татарстана. Ее ее короткая программа, в том числе композиция «Мани, мани, мани». Must be funny in a rich man's world. Money, 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 always sunny in a rich man's world. All the things I could do if I had a little money. It's a rich man.
Такая серьезная композиция музыкальная, прям трагическая. Мы мало кто задумываемся, что вообще-то эта песня у Аббы «Мани, мани, мани», она как раз очень жестким текстом про влияние денег на жизнь и суровую женскую долю и так далее. Но вот в таком мрачном настроении откаталась Эльвина, но давай обсудим, как оценить это катание не с эмоциональной точки зрения, а с технической. Ну, с эмоциональной точки зрения очень стильная программа, стильное платье, и Эльвина очень хорошо преподнесла свою программу, а вот с технической точки зрения сейчас видим на экранах двойной аксель, сложный выезд с махом, затем был обязательный тройной ридбергер, тоже прекрасно выполнен на хорошей скорости, без потери скорости на выезде, хорошей позиции во вращениях. Ну вот, возвращаемся к сложности и жестокости даже правил в короткой программе. Каскад во второй половине должен был быть, и вот при падении с тройного луца остается без каскада Эльвина и теряет на этом очень много баллов. На этом луце еще и находит неправильное ребро, так что, представляете, за каскад, за который она могла получить порядка 12-13 баллов, она получит лишь 2 балла. То есть одна ошибка сразу же как минимум на 10 баллов тебя отбрасывает назад. Еще и плюс штраф минус падение, да. Вот. У Эльвины при этом каскад стоял во второй половине, поэтому права на ошибку и так не было. Но даже если бы он был там первым прыжком, все равно в короткой программе у юниоров нельзя переделывать каскад, даже если вдруг на первом прыжке случилась ошибка. Так, тройной ридбергер всегда должен быть сольным прыжком. Тем не менее, все вращения 4-го уровня, а мы за такое, как мы уже привыкли, почетную грамоту выписываем. Ну, это она у Калиды, это грамота. Ну, мы от его имени позволим себе распоряжаться. Цифровую подпись. Дорожка 2-го уровня. Очень хорошо и по уровням, и по презентации прокаталась. Ну, ошибки бывают. Пожелаем, чтобы завтра все получилось, все удалось, и таких обидных, досадных ошибок не было. Да, ну прямо Эльвина, мне кажется, была в таком, в легкой прострации по поводу срыва этого элемента. Есть ощущение, что у нее стабильно получается, да. И она, тем не менее, лидирует, но, конечно, все признается в сравнении, могла набрать намного больше баллов, как мы уже сказали, на 10. Арина Ореховская из Оренбурга. Катается она под танец смерти, данс макабр.
вот приятное удивление от Арины Ореховской в этой программе. Смотри, как она довольна своим катанием и с удовольствием кланяется. Мы тут ахали с Анной с некоторых заходов на прыжки. Надо сказать, что в Магнитогорске вот у Арины не получилось именно короткой программы. Ну, как не получилось? Один элемент сорвала Ридбергер и как-то потеряла много позиций, которые ей бы помогли оказаться выше. А сейчас вот... Очень приятное впечатление, да, производит Арина своей программы. Очень радостно видеть ее улыбку после проката, но еще более радостно было видеть ее прямо во время проката. Вот сейчас, конечно, сакцентирую внимание, заход на двойной аксель. Вот тут мы ахнули сразу же, потому что очень сложно. Из перепрыжки, через другое плечо она поворачивается. Это очень сложно. И вот мы, наверное, как профессионалы сразу на такое внимание обращаем. Так что дальше уже очень пристально смотрели на программу Арины. Прекрасно справилась со всеми элементами. Сейчас видим каскад из второй половины тройной лут, тройной тулуп. И вот здесь как будто чуть-чуть легкая неуверенность на выезде проскочила. И как она это умело сразу же перевела в следующий шаг, чтобы не получить какие-то сильные понижения от судей. Это тоже значит, что девочка очень думающая, во время проката анализирует все элементы и умеет спасти ситуацию. Программа сложная, насыщенная. Дорожка шагов на 3-й уровень, между прочим, оценили, что тоже очень хорошо. Так что очень хорошее впечатление производит на нас Арина. Молодчинка. Ученица Елены и Екатерины Михайловых, которые тоже так по-матерински довольны рядом с ней сидят. Короткую программу набирает 59,51 балла. Она лидирует Первое после место. короткой программы. Я имею в виду после этого выступления. А Приглашается Ирина далее на Горощук. льду Ирина Республика Горощук и Мордовия. Оксана Булычева, ее тренер, провожает ее на лед. Республика Мордовия представлена здесь. И певица Камиль Лелуш, неоднократно используемая фигуристками для своих программ, звучит в качестве музыкального сопровождения. Il est loin de temps baisser la tête. On ne demande plus l'autorisation. Tel le mouvement d'une vague que rien n'arrête. On avance et on s'en fout des qu'on dira tout. Tu parles et nous on lève les yeux au plafond. Les visages de mes guerriers dans la foule. On va faire trembler la terre sous nos talons. On entend monter dans la ville le chant des femmes qui brillent, la voix de mes sœurs qui arrivent.
очень четкая спортсменка Ирина Горощук. Все она так делает максимально фиксированно, все структурировано. Такой хороший баланс у нее, вовремя собирается, вовремя раскрывается. Все вот как школа какая-то, да, фигурно-катательная. Нужно делать так. И я сейчас это сделаю. Но это в хорошем смысле этого слова, да, молодчина. Да, вот эта целеустремленность в глазах, она сразу читается, с какой бойкостью выполняла все свои элементы Ирина. Чуть-чуть, наверное, даже не хватило вот ее взгляда, может быть, на судей, на зрителей, но настолько она была сосредоточена, при этом у нее хорошее чувство позы и выполнения элементов. Давайте посмотрим стартовый каскад, тройной луз, тройной тулуп, прекрасно докручено, но вновь находит неверное ребро. Техническая бригада уже, мне кажется, третий прокат находят, так что здесь очень строго за этим следят. И ни одна ошибка не проскочит мимо технической бригады. Дальше вопросов по прыжкам нет. Двойной аксель, во второй половине тройной ридбергер. Все четко сделано. Вернусь к тому, что очень красивые линии у этой фигуристки. Очень интересная хореография. Она ее очень красиво выполняет. Прям вот ручки, ножки, все дотянуто, все поставлено. Вращения все на 4-й уровень, но в одном из вращений позицию не засчитали базовую, поэтому будет чуть ниже базовая стоимость этого вращения. Однозначно в плюс идет этот прокат для спортсменки. И еще раз просто пожелаем ей побольше раскрыть свою эмоциональную сущность, потому что техническая база присутствует. И очень хорошие хореографические данные, и очень приятно вообще глазу эстетически смотреть на ее катание. Технически я готова, пора завоевывать мир. Пусть внутри будет вот такое ощущение у Ирины на следующих стартах. Второй результат у нее пока по итогам прокатов. И Екатерина Кольцова катается следующий. Юлия Тыщикова, ее тренер. Это Костромская область. И предлагается программа на музыку Мариса Ровеля.
Еще одно отличное выступление от Екатерины Кольцовой. Молодцы сегодня девчонки, все собранные, не видим каких-то грандиозных срывов, все как-то хорошо настроились на этот старт, ну и показывают осмысленное катание. Здорово. Да, девушки нас сегодня радуют определенно своими выступлениями. И вот Екатерина не стала исключением, справилась. Все элементы в данный момент находятся в плюсовой зоне. Давайте сейчас посмотрим повторы. Начала свою программу с двойного акселя на хорошей скорости, со сложным выездом. В характере. Да, затем был тройной ридбригер, вот тоже со сложного захода, с гидроблейда, с двумя руками наверх, тоже без усилий особых выполнен. Вращения все выполнены на 4-й уровень, никаких вопросов у технической бригады это не вызвало. Так у нас никаких грамот не хватит. Тройной луц, тройной тулуп. На мой взгляд, с тройного луца не очень уверенно выехала Катя, но при этом вытащила и дальше тройной тулуп настолько уверенно сделала, что уже даже забываешь, что после луца были какие-то сомнения. Так что да, почетная грамота за все 4-е уровни и все элементы выполнены в плюсовой зоне. Дорожка на 3-й уровень. Вообще придраться не к чему в этом прокате. Судьи очень быстро выставляют оценку, прям моментально, еще даже раньше, чем закончились повторы. И она лидирует на данный момент. Отрыв небольшой от Арины Ореховской, но он есть. Маргарита Котенева будет кататься последней в этой группе участниц. Как мы уже и анонсировали, танго.
Боевым выступлением завершает Маргарита Котенева эту группу участниц. Не все вышло, но она поборолась и в соответствии со своими достижениями получит оценки. Да, Маргарита определенно боролась, но видим мы, что и сама она, конечно, расстроена той ошибкой досадной на тройном луце. Вновь вернемся к правилам, которые не позволяют переделать каскад, если вдруг он не получился на первом тройном прыжке. Именно у юниоров такие строгие правила. Начала с прекрасного двойного акселя, который вот сейчас видим на экранах. Очень уверенно этот прыжок сделала. И затем должен был быть каскад тройной луц, тройной тулуп. Давайте посмотрим. На луце немного вывалилась она из круга влево. Очень высокий прыжок, и она вот прям вот с этой высоты так ушла в степ-аут. Из-за чего, то есть не такая уж и грубая ошибка была бы, например, в произвольной программе. Но здесь, в коротких, когда это должен быть каскад, то это, конечно, будет стоить огромного количества баллов Маргарите. То есть произвольно она перенесла бы каскад и Просто все. перенесла бы каскад и получила бы легкий минус за этот степ-аут, но здесь это сразу же минимум 10 баллов потери. На то и короткая программа не прощает даже вот таких минимальных ошибок. Но затем собралась, было видно, и тройной ридбергер сделала. Как будто еще в дорожке шагов чуть-чуть досада чувствовалась, пока катала ее, но дальше все взяла в себя руки, доделала все, и вращение последние два сделала на 4-й уровень, и ридбергер хороший. Так очень позитивная фигуристка, с такой обращенная к публике в своем катании. Да, да. Очень открытая и прям вот своими эмоциями заряжает зрителей. Что очень Маргарита ценно. Котенева за короткую программу набирает 45,10 баллов. На данный момент занимает 5-е место. И на 5-м месте Маргарита Котенева после выступления 6 девушек в короткой программе. На лед приглашаются участницы второй разминки. На разминке находятся Ксения Бородина, Удмуртская республика, Агата Морозова, Санкт-Петербург, Карина Соболева, Санкт-Петербург, Арина Парсегова, Москва, Майя Сарафанова, Москва, Амалия Насыбулина, Республика Татарстан. Разрешена 6-минутная разминка. Продолжаются соревнования. Следующая группа участниц на льду. Многих из них мы уже видели на предыдущих соревнованиях. И к ним, соответственно, и пристальнее внимание, потому что знаем уже, кто из них на что способен. Но всегда ждем сюрпризы, преимущественно хорошие. Очень любим вот так вот вздыхать и вздрагивать, когда кто-то делает интересный, например, заход на прыжок, как это сделала Арина Риховская. Приятно, когда кто-то хорошо удивляет. Да, в короткой программе не так легко это сделать, потому что, как мы уже говорили, у всех одинаковый набор прыжков, и работа идет на чистоту, на четкость. Но очень, конечно же, приятно удивляет, когда кто-то заставляет нас вновь удивиться, вздрогнуть от каких-то интересных находок в программах. Это всегда очень запоминается. То есть, получается, не только на чистоту, на четкость, но есть все-таки в короткой программе возможность как-то так варьировать, комбинировать, вот придумать сложный заход, что поможет тебе получить больше судейских баллов на этом элементе. То есть выжимать из всех хорошо всем известных элементов максимум, да, выше прыгать, дальше лететь, красивее выезжать, вот это все. Конечно, это даже не я чистота, думаю, что... а творчество даже какое-то, да? Да, мне кажется, что вот именно для тех, кто борется за лидирующие позиции, тех фигуристок, которых мы любим, знаем, которые нам запоминаются, и вот именно их индивидуальность, то это девчонки, у которых чистота — это вот как база, фундамент, который
точно должен быть, и уже сверху этого фундамента идет интересная программа, интерпретация этой программы, эмоции, с которыми они ее катают, какие-то интересные находки, фишечки. И вот все это вместе дает, да, ту самую картину, когда мы не просто говорим, что это хорошее выступление, а когда этих фигуристок мы уже запоминаем, знаем, болеем за них и ждем вновь и вновь их прокатов. Первыми будут кататься сначала Ксения Бородина из Удмуртской республики под руководством Лилии Демиденко. Затем на ваших экранах Виктор Попов. Это тренер Агаты Морозовой, она из Санкт-Петербурга, школа «Звездный лед». Представит свою короткую. Затем Карина Соболева, еще одна питерская школа, Академия фигурного катания. И Роман Усатов, ее тренер. Готовит она свой прокат под пение Пелагеи «Ой, да не вечер». А в Казани еще не вечер? Как будто бы Роман улыбнулся моей шутке дистанционно. Арина Парсегова вслед за Кариной будет кататься. Это уже ученица Георгия Пахалюка. В Магнитогорске была 4-й. У нее вот в короткой программе был результат 63 балла. Это, тогда она, насколько я помню, лидировала с таким результатом. Вот сейчас у нас ближайший, точнее, самый высокий результат — это 59 баллов. Такое впечатление, что как будто на этом турнире повыше баллы. Может быть, мне так кажется. Посмотрим. Надо сказать, что девчонки с каждым этапом все в более хорошей форме Кстати, находятся, набирают форму, потому что начало сезона, все еще как-то постепенно вливались, и мне кажется, вот как раз с каждым этапом мы все чувствуем, как в более хорошей форме находятся спортсменки. Еще одна 13-летняя спортсменка Майя Сарафанова, ученица Екатерины Моисеевой, с которой они работают в школе имени Жука московской. Серебряная медаль на соревнованиях памяти Гринькова, где Майя в свое время впервые успешно выполнила четверной луц. Ну а в Магнитогорске только 7-е место она показала. Очень гибкая, такая спортивная девочка, занималась гимнастикой. А синтез различных видов спорта всегда интересен. Амалия Насыбулина будет кататься последней в этой группе. Ее тренирует Людмила Гафарова. В прошлом году тоже была призером всероссийских соревнований памяти Горшкова. В Красноярске ее короткая заслужила 58 баллов. Там она финишировала 6-й. Вот сейчас с таким результатом она пока, например, оказалась бы 3-й, да? А впереди еще огромное количество участниц. Любопытно, что на разминке, естественно, девушки исполняют не только прыжки, но и какие-то еще элементы. Например, даже какие-то хореографические. Вот хореографические обычно девчонки делают ради какой-то уверенности больше, чтобы просто почувствовать лед, не ради того, чтобы повторить ласточку, я не знаю. Ну, после того, как ты отработал уже все прыжки, а в короткой программе их не так много, можно быстро отработать, то дальше идут, да, уже какие-то и хореоэлементы. Лучше лед, да, почувствовать. Может быть, в образ как-то уже программу постепенно войти. А может быть, даже и как-то это продемонстрировать и судьям, и зрителям. В том числе, конечно, произвести впечатление. Девочки, как-никак. И красавицы. Ксения Бородина. На ваших экранах она открывает катание в этой группе участниц. И программа ее называется «Я о тебе позабочусь».
loved and lost, the same as you. So you see, I know just what you've been through, and if you let me, here's what I'll do. Oh, I just got to take care of you. That you'll be true, 'cause there's no doubt in my mind. I know what I want to do, and just as sure, 1 and 1 is 2. Oh, I got to take care of you. Хорошее катание. Ксения Бородина, такая девушка высокая, с красивыми линиями. Ксения Бородина. И очень не просто старалась, а боролась, и получалось у нее все элементы. Ничто не отпускала, была сконцентрирована. Прям молодец. Я, правда, сразу так заглядываю в протокол и смотрю, что там вот прям... Ой, как будто... не своих фигуристок судят, а ну да, мы уже обсуждали, строго сегодня, да, относится корейских. особенно техническая бригада. Но, да, тем не менее, давайте пойдем по порядку. Начала с тройного Ридбергера, сделала прекрасно, с хорошим выездом, очень так сосредоточенно, четко исполняла поставленную задачу. Затем двойной аксель, тоже исполнен, и каскад во второй половине, тройной луз, тройной тулуп, он тоже был исполнен, но сразу было видно, что он был исполнен в борьбе. Мы за такое даже хвалим, потому что даже если вдруг что-то было в воздухе не так, все, справилась она с этим. Вот мы видим тройной луц, затем тройной тулуп, и вот на выезде чуть-чуть, может, пошатнулась, нет, сразу же все, додержала выезд, все сделала, но изначально он шел под небольшой минус, этот каскад, и теперь еще и углядели там неверное ребро. Техническая бригада да, и увидела, тогда теперь, неверное конечно, ребро ты уже от сразу судей же, минус да, 1,5 балла. И базовая стоимость уходит, и судьи уже отрицательно. Ну вот аксель 0 баллов дают судьи на оценки. Это, то есть, вообще ничто, да. То есть настолько он был плох. Это, безусловно, строго очень по отношению к Ксении, но это значит, что нужно быть на 2 головы выше, чтобы было не придраться. Сложные заходы, сложные выезды, руки наверх. Все это вместе, чтобы вот никаких вопросов уже ни у кого не было. Почему так? Санкт-Петербург. Ксения на 4-м месте, а вслед за ней катается Агата Морозова из Санкт-Петербурга. I put a spell on you, because you're mine.
tell you I ain't lying. I ain't lying. And we could live for 1,000 years. But if I hurt you, I'd make wine from your tears. So I told you that we could fly, 'cause we all have wings. But some of us don't know why. I was there, you were there. Two worlds colliding, and they could never, ever tear us apart. And they could never, ever tear us Ну, я прям повторяюсь, но прекрасно. Ну, каждый прокат такой все лучше и лучше у участниц сегодняшнего турнира. Смотришь и радуешься всему, и тому, как программа поставлена, и как девушки тщательно выполняют все эти элементы и прыжки. Как здорово она стартовала сегодня с прыжков. Это действительно так. Агата сегодня поразила своей короткой программой, насколько вот буквально с первой позы она сразу заразила нас своей улыбкой, харизмой. И дальше прям вот очень артистичная девочка, очень. В каждом движении было видно, как она эту программу проживает, доделывает каждый жест. Очень артистично, очень хореографично и пластично. И это все было отражено и программой, и хореографией, которую ей поставили. То есть ей сразу вот программа села прям на ней очень хорошо, и она ее вот на все 100% сегодня откатала, и подача была вот великолепная. И самое главное, что элементы при этом тоже ничуть не пострадали, прекрасно справилась. Каскад, тройной луц, тройной тулуп, двойной аксель, тройной ридбергер. Все хорошо выполнено. Дорожка 3-го уровня, то есть и катание тоже оценили, и корпус, который она делала в этой дорожке, потому что очень много интересных находок было, как в дорожке, так и в целом в переходах между элементами. Вращение 2 4-го уровня и одно вращение 3-го уровня. Где-то все-таки чуть-чуть она в комбинированном что-то не доделала. Но тем не менее, вот эта вот улыбка и то, с какой отдачей она катает эту программу, это, конечно, сразу завораживает. Агата Морозова за короткую программу набирает С довольным тренером Василием Поповым. Она смотрит на свои оценки, и они высоки. На первом месте Агата в данный момент после выступления 8 спортсменок. На льду Карина Соболева. Это также питерская фигуристка, но из другой школы Академии фигурного катания. И обещанная Пелагея и «Ой, да не вечер».
чувствую, войдет в качестве образца железных нервов и хорошо подготовленных прокатов в короткой программе турнир в Казани. Будем его вспоминать и говорить: вот вы помните, был такой день, там все катались абсолютно чисто. И девчонки нас, да, радуют сегодня и своими стабильными прокатами, и тем, что вот каждый прокат показывает, мне кажется, и раскрывает очень индивидуальность этих фигуристок, что мало кто здесь просто выходит и как робот выполняет свои элементы. Все девчонки нашли вот какие-то прокаты, музыку, которая их прям очень хорошо раскрывает. Ну, давайте к технической части. Тройной луц, тройной тулуп. Тройной луц, мне кажется, вот немножко в каких-то сомнениях был выполнен, чуть корпус был спереди, но тем не менее так уверенно она снова исполнила этот тройной тулуп, что больше вопросов уже никаких не было к этому каскаду. Двойной аксель прекрасно выполнен. Тройной ридбергер мне очень понравился, насколько он был на скорости, пролетно, с хорошим выездом. Вот сейчас мы его увидим. Вот, и прям на выезде она так оттянула ногу назад, что аж добавила себе скорости еще больше, чем было на заходе. Ну, прям очень красиво это в программе смотрелось. И мне кажется, что программа прям заиграла как раз после исполнения всех прыжковых элементов в дорожке. Она прям так очень широко, раскатисто поехала, что очень гармонично смотрелось с этой музыкой. И вот как будто исполнив все прыжки, она дала себе вот эту свободу раскрыть и показать эту программу. Да, это ценится и придает какого-то совершенно другого веса программе, когда фигурист вот так эмоционально раскрывается. Ну но и вот да. Тройной луц, который я да. говорила, что неуверенно был выполнен, на нем находят и неясное ребро, и недокрут в четверть оборота, поэтому, конечно, баллы сейчас будут не столь высоки, как они могли бы быть. 56,59 баллов. И у тренера и у спортсменки немножко ухудшилось настроение после озвучки этих результатов, но, тем не менее, это был очень хороший прокат, и ребро на луце, оно найдется рано или поздно. Арина Парсегова из Москвы, школа «Хрустальный», тренер Георгий Пахилюк. Интересная спортсменка, которая катается и в одиночном катании, и в парном одновременно. В Магнитогорске была 4-й, но точно могла больше и лучше. Но, кстати, в короткой программе она лидировала с результатом 63 балла. С таким результатом она и сейчас сможет на вершине оказаться.
необычно, с интересной хореографией, интересным образом выступает Арина Парсегова. И делает это очень уверенно, очень качественно. Да, как раз только что обсуждали, что вот такие яркие программы, мне кажется, самое время их катать в таком вот юниорском возрасте, когда есть возможность поэкспериментировать, найти какие-то новые стили, подходы, которые тебе будут близки, как-то раскрыться в них. Вот. И как раз, мне кажется, именно такую программу мы сегодня видели от Арины, потому что как будто бы легко можно представить, как Арина прекрасно катает какую-то классику или что-то нежное, лиричное, но вот решили поэкспериментировать. И Ариша сегодня показала очень такую необычную программу с интересной хореографией. Прекрасно исполнил все элементы: двойной аксель, тройной ридбергер, во второй половине каскад, тройной ус, тройной тулуп, и все вообще в лучших традициях школы Хрустального, когда на все прыжки сложные заходы, сложные выезды, переходы между прыжками, нет пустых мест в программе, все вращения выполнены на 4-й уровень. Ну, то есть вот программы, которые изначально ставятся без каких-то слабых мест, без остановок, без передышек, где вот каждая деталь важна и нету каких-то моментов, которые опускаются или задвигаются на второй план. Ну вот я обратил внимание, что частенько юниоры вот именно такие программы делают. Видели мы на предыдущем этапе тоже яркие, такие необычные, вдруг хищные программы с интересным колоритом таким национальным. На первом месте Арина с тем же практически результатом, который у нее был на Магнитогорском турнире. 63 с копейками балла. То есть откаталась 1 в 1 практически, получается, по оценкам. Майя Сарафанова, школа Жука, тренер Екатерина Моисеева. Прямо обкричались с трибун. Ее болельщицы поддерживают всеми силами свою любимицу. To get there somehow.
Отлично. Майя Сарафанова, ученица Екатерины Моисеевой, а также в группе тренеры Максим Завозин и Ольга Симонова сделали вот такую хореографию необычную. Я просто обратил внимание на то, что фигуристка раза 3 или 4 касалась рукой льда, как будто вот так вот его все время поглаживал. Ты же мой хороший, вот у меня все прыжки получаются. Все у меня будет здорово. Ну, они и правда все получаются Да, сегодня. возможно, таким образом старались больше вот работу корпусом, какую-то широту дать катанию. А так, да, прекрасная лучезарная улыбка после проката. Мы такое всегда любим. Справилась на двойной аксель с руками наверх. Сразу корпус тоже вниз после приземления. Тройной ридбергер, руки наверх. И видим, как эмоционально она прям вкладывается в свою программу. И это всегда отнимает, на самом деле, больше сил, когда ты катаешь программу вот с такими эмоциями от души. Но и зрителям приятнее на такое смотреть. Каскад тройной уст, тройной тулуп тоже с руками наверх прекрасно докручено, уверенно, никаких вопросов. Вращение у нас 2 вращения выполнены на 4-й уровень и 1 вращение на 3-й уровень. То есть где-то что-то не додержала, но при этом дорожка шагов на 3-й уровень, что как раз-таки очень хорошо. Мы знаем, что здесь у нас все очень строго оценивает техническая бригада, и 3-й уровень за дорожку нужно еще заслужить. Вот этот палец в суде, это, по-моему, цитата из Плющенко, нет? У него такое было пару раз. Отличное катание, молодчина. Очень понравилось. Здорово, когда вот такая прыжковая база позволяет так красиво исполнять выезды из любой комбинации прыжков. Прям замечательно. Не бороться за прыжки, Да, а наслаждаться да, катанием, программой. И нас радовать. И она лидирует. Там, правда, отрыв, ну, прям совсем минимальный от Арины Парсеговой. Но Майя Сарафанова на данный момент первая. И завершается на этом группа участниц выступлением Амалии Насыбулиной. Знакомы мы с Амалией благодаря предыдущему этапу в Красноярске, ну, где она была всего лишь 6-й. Можно попробовать улучшить результат. That I've fallen for a lie. You were never on my side. Fool me once, fool me twice. Are you dead? The paradise
программа на музыку из кинофильмов о суперагенте британской разведки тоже заканчивается в сплошных плюсах. Я не знаю, каким богам кто молился, но здесь, в Казани, пока все идет великолепнейшим образом в короткой программе соревнований юниорок. Смотри, какие довольные прибежали все. Прекрасный тренеры. прокат, да, прекрасный от Амалии. Короткой программы. Настолько было энергичное катание, столько вот чувствовалось внутренней силы, которую она нам показала. Начала свою программу с каскада, тройной луц, тройной тулуп, луц с руками наверх. Тулуп тоже докручено, чисто исполнено. Очень уверенно в целом по программе ехала. Двойной аксель на прекрасной скорости, с красивым выездом. Вращения все исполнены, 4-й уровень. Сколько грамот у нас сегодня будет выписано. Вот сразу видим, что по ходу сезона от этапа к этапу не только частота исполнения прыжков растет, не только программа увереннее смотрится, но и сразу мы видим, что и уровни во вращениях уже намного чаще мы видим самые высокие, что идет отработка программ, программы накатываются, и девчонки сразу же на все мелочи, вот, которые, возможно, были недоработаны еще в начале сезона, сейчас уже все дорабатывается. Я уверена, что главным стартом нас вообще ждет какая-то феерия и россыпь чистых прокатов. Буквально олимпийская. Амалия Садулина за короткую программу набирает 57,47. Набирает она чуть-чуть поменьше, чем в Красноярске, между прочим. 6-е место. И там у нее было 58,71. Но программа практически один в один была сейчас исполнена, да. Хотя нет, вращение было, между прочим, там всего лишь 2-го уровня в Красноярске, а тут все 4-ми. И недокрут был и в Красноярске на Ридбергере. Так что вот пойми эти результаты. Ну, люди же тоже разные сидят, там разные судьи. Они оценивают так, как это видится сейчас здесь. То, что вот мы с тобой как раз обсуждали, что спортсменки говорят, ну, на одном этапе так тебя оценят, на другом что сяк. Нельзя сравнивать оценки между двумя разными стартами, разные судьи, разные технические бригады. Поэтому будем сравнивать не оценку, а прокат. Он был мега похож, и тем не менее она улучшила и вращение сделала 4-го уровня. Она молодец. Вернемся после заливки.
На лед приглашаются участницы третьей разминки. На разминке находятся Елизавета Степанова, Республика Башкортостан, Альбина Герасимова, Московская область, Маргарита Энкина, Пермский край, Алена Бринева, Москва, Маргарита Базылюк, Москва, София Сарновская, Москва. Разрешена 6-минутная разминка. В соревнованиях юниорок в короткой программе мы выходим на финишную прямую. Заключительная группа участниц уже на льду и будет разминаться перед своими короткими программами. Потрясающе совершенно идут эти соревнования. Мы за 12 участниц видели только одно падение и один грубый срыв элементов. Все остальное, все держит. Да, есть, конечно, естественно, недочетики, то все. Девочки просто потрясающие. Спасибо им огромное за то, что они есть. С этим невозможно поспорить. Уровень очень высокий девчонки показывают в коротких программах. Как раз то, чего мы ждем, и то, что мы любим в коротких программах, показать вот чистое катание, безошибочно. И, конечно, заключительную разминку мы тоже очень ждем. Не буду скрывать, что последних 3 девочек особенно ждем. Хочется очень посмотреть на их программы. Эти девчонки уже не один раз показывали
высочайший уровень своих выступлений. Так что, конечно же, желаем всем чистых прокатов и находимся в ожидании. Именно. А девушки находятся в разминке. Первая среди них — это Елизавета Степанова, которая тренируется в Уфе и выступает за Башкирию. Тренирует ее Алексей Губанов, Елена Муфтиева. Бронзовый призер всероссийских соревнований имени заслуженного тренера России Ксенофонтовой в этом году. Так вот, размялась. Альбина Герасимова вслед за ней будет выступать. Спортсменка тренируется у Натальи Титовой и Виктора Кудрявцева в Балашихе. Побеждала она на турнирах «Самарочка» и «Вологодские узоры» еще в первом спортивном разряде. Маргарита Энкина из Перми. Тренируется у Екатерины Патласовой и Алексея Гловацких в школе «Орленок». С хорошей техникой в прошлом году на красноярском турнире выступала. Давала бой лидерам, можно сказать, да, не заняла высокое место, но оценка, тем не менее, именно в техническом плане была достаточно высока. Если прибавить к этой технике еще какие-то компоненты, то можно многого добиться. Алена Принева на ваших экранах из «Хрустального». Владеет четверными прыжками, что будет востребовано в произвольной программе. Безусловно, были у нее различные призовые места на разных турнирах. Но вот на этапах юниорского гран-при в прошлом году в Красноярске была бронза у этой спортсменки. Маргарита Базылюк. Еще одна спортсменка, которая тренируется у Тутберидзе, Дудакова и представляющего девушек здесь Даниила Глихенгауза. Чемпионка России по прыжкам, где она блистала такой комбинацией, как четверной Сальхов и потом через Ойлер еще один четверной. Сумасшедшие трюки выдают девчонки. Но одно дело на чемпионате по прыжкам, другое дело в регулярных соревнованиях. В них не только прыжки ценятся, но и кое-что еще, что у девушек, безусловно, есть. Сегодня будет столкновение этих навыков, возможностей, желания, целеустремленности. Завершит катание в этой группе София Сарновская из группы Ангелы Плющенко, из Академии Ангелы Плющенко. Работает Сергей Алексеев, Дмитрий Михайлов, и возглавляет эту школу Евгений Плющенко.
Внимание участниц, разминка закончена. Один из главных лидеров в своей возрастной группе прошлого сезона. 13-летняя спортсменка, которая будет сегодня демонстрировать какие-то, наверняка, тоже взрослый подход к фигурному катанию. Хотя это и юниорское катание, но вот так зачастую мы даже с Аней обсуждали, что и тренеры, и судьи периодически просят быть взрослее, чем ты есть на самом деле, а им всего лишь 13 лет. Екатерина Степанова открывает эту разминку с программой «Расставание». Утомленное солнце нежно с морем прощалась. В этот час ты призналась, что нет любви. Мне немного взгрустнулось, без тоски, без печали. В этот час прозвучали слова твои. Утомленное солнце нежно с морем прощалось. В этот час ты виноваты в этом ты и я. Утомленное солнце Еще одна молодчинка из Уфы. Елизавета Степанова. Все такие девушки серьезные, хорошие, собранные. Одна радость. Уже буквально заканчиваются эпитеты, мне кажется, для описания прекрасных прокатов наших спортсменок, юниорок. Елизавета Степанова, короткая программа. Если бы я это не видел своими глазами, я, знаешь, слышал бы только свою собственную. Я подумал бы, что что-то не то с человеком, честное слово, ну правда. Ну ни в какое сравнение не идет. Ну, ребят, правда. Я сейчас даже больше говорю не об элементах, которых уже тут говорить и ни к чему. Одна за другой девчонки очень высокий технический уровень показывают. Все идут на самые сложные наборы. Вот каскад флип-тулуп немножко отличается он от большинства девочек, которые идут на лутс-тулуп, но по баллам это не столь значительная разница. Хочется больше говорить даже не о прыжках, которые сегодня были исполнены хорошо, а о презентации программы, насколько по-взрослому, красиво, с эстетической точки зрения, как это приятно было смотреть.
Лиза прям заворожила сегодня своим катанием, и прям вот смотришь на нее, наслаждаешься, и глаз радуется, как она красиво все линии показывает, насколько она себя преподносит в этой программе. Прям вот у нее и чувство позы есть. Прекрасное выступление в короткой программе. Немножко по уровням вопрос есть к одному вращению, прыжок во вращение 3-го уровня и дорожка шагов 2-го уровня. Вот. В остальном даже и сказать нечего. Остальные вращения 4-го уровня и презентация программы на высшем уровне. 56. В хорошем настроении и ее тренер Алексей Губанов. Так вот, покачивает головой по поводу оценки. Ну да, но есть же куча нюансиков и компонентов. Но выступила для себя она прекрасно. Альбина Герасимова из Балашихи со стадиона имени Ляпкина. Катается под композицию Алессандро Мели «Queen of Kings». Какая заряженная фигуристка Альбина Герасимова. Прям как из пушки выстрелил, да, на эту программу. Ты прям сразу отметил, что девочка куда-то полетела, побежала моментально. Да, с первых секунд понеслась она в эту короткую программу. И музыка вот такая динамичная, энергичная. И Альбине она, безусловно, очень подходит. Потому что вот девчонка прям сразу с первых шагов, как понеслась, на огромной скорости пролетела всю свою короткую программу. И вообще ни доли сомнений не присутствовало в исполнении элементов. А самое интересное, что и с технической стороны придраться не к чему. Все вращения 4-го уровня, дорожка шагов 3-го уровня
Прыжки были выполнены с завидной уверенностью. Сейчас мы видим двойной аксель, стартовый прыжок в этой программе, Никто сложные ничего не выезды, пересматривает. никаких, да, пересмотров. Ридбергер с двумя руками наверх. И мы видим, что прыжки, они словно вплетены как часть программы. Нету каких-то долгих заходов, подготовки к элементу. Мы не видим, чтобы... Вот сейчас мы видим каскад во второй половине, тройной луц на огромной скорости, тройной тулуп. И вот она только делает выезд, все, он уже сразу вплетается дальше в программу. То есть нету какой-то вот долгой реакции на прыжок, что фух, сделала. Нету настроя какого-то. Это все часть программы. Она настолько уверена в этих элементах, что они вот как обычно, вот как переход, как прыжок, точно такое же движение в программе, как и все остальные. И это сразу видно, это читается, это следующий уровень такой. Очень спортивная девчонка, и, конечно, программа здорово подобрана под ее вот этот вот настрой. Да, очень подходит. Интересно будет посмотреть, что в произвольной программе она покажет, потому что, наверное, какие-то разноплановые должны быть программы. Она сейчас на 3-м месте, совсем чуть-чуть отстает от лидеров, но впереди выступление еще 4 спортсменок. Первая из них — это Маргарита Энкина из Перми. Маргарита Энкина, тоже молодчина. Конечно, в таком среднем срезе уровня, может быть, чуть-чуть послабее девушка, но тоже начала с каскада, который стоит по итогу 10 с лишним баллов, и не отпускала и остальные элементы.
Да, выступление было не безошибочным, но сегодня девчонок хочется только хвалить и хвалить. Один из потому немногих что вот был степ-аутов только на акселе. Да, а на так-то- двойном акселе, причем самый легкий элемент в этой программе, прыжковый, немножко подвел. Но, тем не менее, вот начала с каскада тройной луц, тройной тулуп. Не на очень большой скорости он был выполнен. После луца так вот немножко на месте она остановилась, но это ей не помешало туда прицепить тройной тулуп, сделать его, докрутить. Ну вот выступление Маргариты и до нее катавшейся Альбины, это как раз можно очень хорошо сравнить на чистом выполнении, да, элементов, тем не менее сравнить. А вот, а где скорость, а где еще какие-то там уверенные Да, но выезды, это вот, и то и мне сё. кажется, от того, насколько высок уровень здесь, мы уже как будто можем придираться к Мы этим не будем выступлениям. придираться, девочка-то прекрасная. Я имею в виду придираться, во-первых, будут судьи, а у нас просто есть возможность сравнить, Да, да, ну все разные, да, все по-разному катаются, выступают. Здесь действительно не было именно в исполнении прыжков, может, какой-то огромной скорости, но тем не менее у всех разные техники исполнения. Вращение вновь все 4-го уровня. Да, На первых этапах класс. это была редкость, Да, были единицы, помню. кто с этим справился. Сейчас девчонки тоже все выполняют на 4-й уровень вращения. Ну вот у нас уже молодчина. грамоты наши заканчиваются. Надо одолжить еще грамм. Алена Принева, Москва. Даниил Глейхенгаус провожает Алену Приневу на лед. Она катается под музыку из мюзикла «Милая Черити» Боба Фосса. Какой-то шум жуткий происходит на стадионе. Надеюсь, что это не помешает Алене собраться на выступление. The minute you walked in the joint, I could see you were a man of distinction, a real big spender. Good looking, so refined. Say, wouldn't you like to know what's going on in my mind? So let me get right to the point. I don't pop my cork for every guy I see. Hey, big spender! Spend a little time with me. Do you wanna have fun? Fun, fun. How's about a few fun laughs, fun laughs, fun laughs? I can show you a fun laughs, good time.
прямо перед судьей финишировала. С такой иронией поставлена эта программа у Алены Приневой. Ну, с одной стороны, Принева. это очень интересная, мощная спортсменка при всем ее изяществе, да. Но с другой стороны, а что мы видим сегодня? Вот как по настроению тебя? Совершенно замечательная Алена, и очень всегда нравится смотреть за ее выступлениями, наблюдать за ее прокатами. Очень... Не знаю, меня так много трясись. Она этой подпрыгивает. Вот слышим, да, обсуждение после проката, тоже хотелось услышать, потому что, скажу честно, я буквально с первых элементов увидела, что Алена волнуется, что на элементах это отражается, конек немножечко дрожит, даже на двойном акселе, вот сейчас увидим, особенно на тройном Ридбергере, вот на выезде вот это вот чуть-чуть дрогнул конек, а я знаю, что Алена очень сильная спортсменка, как технически, и хореографически, со всех точек зрения, что и четверные прыжки на тренировках прекрасно исполняет, и самые сложные. Вот главное научиться на соревнованиях показывать все самое лучшее, что она умеет. И вот здесь я это волнение видела, и оно вот, как мы видим, на каскаде отразилось. Неуверенное приземление с тройного луца, из-за чего она только двойной тулуп прицепила. На самом деле молодец, сориентировалась, почувствовала, что тройной, видимо, не сделает, пошла на двойной, исполнила этот каскад. На тройном Ридбергере, кстати говоря, находят недокрут в четверти оборота. В общем, тот самый очень, Ридбергер, который очень... нам так понравился своей музыкальностью, потому что был Да, настолько прям в акцент сделан, она выполнен. прямо ждала этого. И, наверное, вот, может быть, даже и переждала немножечко. Очень яркая спортсменка, хочется ей побольше уверенности в себе пожелать, чтобы она на каждом старте наслаждалась сама своими выступлениями и показывала все самое лучшее, что она умеет. А умеет она очень и очень много. 7-е место после короткой программы и очень плотная группа участниц. Прям с первого места идет, ну, там, балл разницы меньше между соперницами, поэтому 7-е место — это не так уж и далеко. Всего-то 6 баллов отставания. Еще можно будет в произвольной побороться. А у нас на льду еще одна ученица Тутберидзе Дудакова и выходящего к бортику Даниила Глейхенгауза Маргарита Базылюк. Quand on n'a plus de mer.
Какая прекрасная программа о любви, о поиске себя, о каких-то чувствах, эмоциях. Это то, чего, наверное, Маргарите совсем недавно, так как она была еще совсем маленькой фигуристкой, может быть, даже и не хватало. И вот она сейчас это обрела и в таком прекрасном лирическом стиле. Но скулы сводят от того, что произошло с ней в этой программе. Как печально. Да, очень смешанные эмоции от проката Маргариты, потому что, с одной стороны, она для меня раскрылась совершенно по-другому в этой программе, как она повзрослела, сколько эмоций, какие взгляды, как она чувствует музыку, программу. Мне кажется, что это вот она постепенно сейчас начала обретать, потому что мы привыкли выделять Марго за как оловянного солдатика с прыжками, которые она штампует один за другим четверными. А сейчас видим мы, да, к сожалению, технически есть сложность, ошибка и на двойном акселе, хотя Марго всегда прекрасно и тройной аксель в короткой программе исполняла. И абсолютно неожиданное падение с тройного лутса. Конечно, технически это неудачное выступление, но хочется отметить, что она действительно взрослеет и раскрывается по-другому на льду. И просто хочется пожелать ей, чтобы какие-то технические проблемы, чтобы все это осталось позади, все наладилось, и тогда это будет сочетание и сложнейших технических элементов. И теперь еще к этому добавится такое вот катание, которое за душу цепляет. Почему? Почему у вас такой сложный вид спорта? Когда не только физический рост, когда там кто-то из мальчиков-то вырос там, сантиметров на 17, а даже эмоциональный и психологический рост, взросление оказывает такое влияние на выступление, на все. Ну почему? Вот зато, когда сходится все, прекраснее вашего вида спорта нет. Так и есть. спорить не буду. Ну, серьезное отставание, конечно, очень серьезное. Прям не поскупились на минусы судьи в технической программе. Ну а что, тут ничего и не попишешь. По компонентам она на первом месте вместе с Майей Сарафановой. Одинаково они у нее отсужены, 27-20. А вот по элементам оценка катастрофическая. И Маргарита на 14 месте. А впереди катание Софии Сарновской из «Ангелов Плющенко». Шуберт.
Большое напряжение переживала София, безусловно. Выступает в завершении такого сумасшедшего дня, когда огромное количество выстреливших программ и в то же время оступившихся соперниц, которые, да, в первую очередь рассматривались как соперницы, Принёва и Базилюк, и тут же и надо брать первое место сразу, да. Ну, может быть, она этого и не знала, да, весьма вероятно, что не знает, как там остальные выступили. Но она молодчина, с этим давлением справилась. Да, определенно, выступать последней это всегда более волнительно, и последний в разминке, и тем более уж завершать соревнования, и когда такая высокая конкуренция среди девчонок. И София сегодня справилась. Тройной ридбригер, двойной аксель, каскад лутс-тулуп, к прыжкам никаких вопросов. Да и, в принципе, к техническим элементам сегодня никаких вопросов не было. Вот сейчас показывают элемент, уже, можно сказать, фирменный элемент Софии Сарновской, вращение во флажке, но при этом с очень интересным захватом рук. Такого редко. Да, и увидишь в постепенным фигурном таким катании, эффектным мне кажется, выходом да, в эту позицию. Не видела такого Класс. ни у кого, кроме Софии. Сегодня справилась, хотя видим, что сама она чем-то недовольна, но это вот, наверное, перфекционизм, максимализм, и когда ошибки такие, что знает только она и тренер. Сегодня справилась, очень старательно откатала свою программу, все доделала, умничка. На Гран-при в Москве она набрала 63,38 балла и была второй, а сейчас улучшила и стала первой. Это предсказуемо и очевидно, я имею в виду, предсказуемо после того, как она уже все выполнила и показала те элементы, которые показала. Надо отметить, что вот у нее первый результат по технике, а второй результат по технике, который долгое время был первым, он у Альбины Герасимовой. Она напрыгала на 37 баллов и 0,02, а София на 37-38. Вот. Но компоненты у Софии Сарновской на первом месте. Она обгоняет по компонентам и Сарафанову, и Базилюк, и по всем аспектам занимает лидирующую позицию с преимуществом, правда, не таким уж и большим, 1,5 балла. Поэтому... Знаешь, что да, девчонки будут рисковать произвольно идти на элементы ультра-си. Конечно же, все решит произвольная программа, и интрига у нас сохраняется. Но потрясающий день сегодня. Я очень рад и очень сочувствую, конечно же, Маргарите и тем, кто совершил ошибки. Все остальные были великолепны. Но еще есть день произвольных программ. Мы, безусловно, всем, кто сегодня не смог реализовать свои прокаты, желаем в произвольной показать все самое лучшее и оказаться на своих законных, заслуженных позициях. Классный день, и будем ждать от мальчиков того же. Они выйдут на лед после заливки. И мы вместе с Анной не прощаемся.
Фигурное катание не описать словами. Это то, что надо видеть. Чтобы рассмотреть красоту в деталях, ощутить напряжение каждого момента и разделить эмоции финала. Наслаждайтесь фигурным катанием на любом устройстве в видеосервисе Zing. Ростелеком. Технологии и возможности. Выступает Ростикс. Эффектное вращение, безупречное приземление и сочный финал. Максимальный балл и максимальный момент удовольствия от вкуса любимой курочки и любимого спота. Ростикс. Настроение есть. Среди бескрайних просторов, где бьется сердце настоящей свободы, находится она. Земля приключений. Здесь природа рассказывает свою удивительную историю силы, красоты и величия. Ты готов стать частью этой истории? Дальний Восток и Арктика ждут искателей приключений. Сними короткий фильм о своем путешествии. Участвуй в конкурсе. Вступи в гонку за главный приз – 3 миллиона рублей. Пеший, водный или зимний маршрут. Выбери свой путь к победе. Земля приключений покорится настоящему путешественнику. Условия на сайте путешественник.рф. Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Всероссийские соревнования «Идель 2025» среди юниоров продолжаются. И через несколько минут на лед выйдут юноши, выступающие по программе «Кандидаты в мастера спорта», и исполнят короткие программы. Уважаемые зрители, мы напоминаем вам, что во время соревнований запрещена фотосъемка с использованием вспышки, поскольку это может привести к травме спортсменов. Убедительно просим вас выключить звук на мобильных телефонах и не бросать предметы и цветы на лед. Подарки и цветы, вручаемые спортсменам по окончанию выступления, должны быть полностью завернуты. Большое спасибо за понимание. Прежде чем спортсмены выйдут на лед, разрешите представить официальных лиц соревнований, оценивающих данный вид. Старший судья Алла Машкевич, Челябинск. Судейская бригада. Судья номер 1 Регина Трусова, Казань. Судья номер 2 Алексей Двойников, Нижний Новгород. Судья номер 3 Наталья Китаева, Москва. Судья номер 4 Сергей Чемоданов, Московская область. Судья номер 5 Марина Сучкова, Москва. Судья номер 6 Оксана Калугина, Санкт-Петербург. Судья номер 7 Анастасия Юрченко, Санкт-Петербург. Представляем техническую бригаду. Технический контролер Юлия Соловьева, Томск. Технические специалисты Наталья Лебедева, Московская область. Татьяна Александрова, Казань. На лед приглашаются участники первой разминки. На разминке находится Искандер Амиров, Республика Татарстан.
Кирилл Андреянов, Санкт-Петербург. Марк Лукин, Москва. Илья Неретин, Санкт-Петербург. Денис Яшин, Свердловская область. Лев Бабык, Нижегородская область. Разрешена 6-минутная разминка. Заключительным видом на юниорском гран-при России в Казани на сегодняшний день будет короткая программа у юниоров. Парни начнут выступать через 6 минут разминки, объявленной только что. И мы искренне надеемся увидеть катание не хуже, чем у девушек. Я имею в виду по настрою, по спортивному характеру, по чистоте, которую нам сегодня девчонки продемонстрировали. Ну и, конечно же, по выразительности. Уверен, что парням это тоже под силу. И пусть день сегодня будет во всех отношениях замечательный. Столько красивых программ мы сегодня увидели. И первых чемпионов этого турнира уже лицезрели на пьедестале по окончании соревнований танцоров и спортивных пар. Ну а произвольные программы парней и девчонок состоятся завтра. Итак, сегодня короткая программа. Искандар Амиров, Республика Татарстан, где с ним работает Ольга Арбузова, Алина Алексеева. И в качестве настроения на сегодняшний день его первая короткая программа будет проходить под музыку «Feeling Good». Чувствую себя хорошо. Выступал в том числе в Магнитогорске. Лавров там не снискал. Пока что надеемся, что улучшит свой результат на втором для него этапе. Кирилл Андреянов из Санкт-Петербурга, где он тренируется, Вероники Дайнека и Александры Панфиловой. На первом этапе юниорского гран-при в Москве он выступал и занял там 7-е место. Ну, кстати, в короткой программе неплохо себя показал и был 4-м. Соответственно, можно стремиться к хорошему выступлению. Для этого есть все: и техника, и возможности. Марк Лукин, один из нескольких спортсменов, которые тренируются у Виктории Буцаевой и Евгения Власова и хореографа Галины Ищенко. Здесь двоих спортсменов эта школа представляет. Также был в шаге от пьедестала на турнире в Москве. А на пьедестале он побывал на соревнованиях «Мемориал» Ирины Рабер. Вот его красавица-тренер Виктория, у которой теперь в ее школе, в ее владениях тренерских такое количество интересных мальчишек, которые так здорово катаются, так здорово прыгают. Илья Неретин представляет здесь своих учеников и Евгений Рукавицын, и Роман Усатов. Роман уже появлялся на наших экранах, когда вводил свою ученицу среди юниорок. Евгений прям на всех этапах вместе со своими учениками. Когда только успевает, непонятно. В Магнитогорске 6-е место было у Неретина в прошлом году.
по реакции тренеров, так мы поняли, что произошло сейчас с элементом. Такое сначала назад они откидываются, вот так вот, сделает, не сделает, и потом покачивает головой, значит, сделал, молодец, молодец. Внимание, до окончания разминки осталась 1 минута. Также будут кататься в этой группе участников Денис Яшин из Свердловской области. С ним работают в Екатеринбурге Екатерина Козлова, Евгений Зайцев, Ольга Куркина. Серебряный призер первенства и чемпионата Свердловской области прошлого года. А в завершении Лев Бабык из Нижнего Новгорода. На Кубке Нижегородской области на первом этапе он уже отпраздновал победу. В октябре. Вот теперь на соревнованиях такого высокого уровня организации и значения будет продолжать свое выступление в этом сезоне. Искандер Амиров. Для исполнения короткой программы В короткой программе Майкл Баббл «Feeling Good». Республика Татарстан. Аплодисменты немногочисленной, но активной публики свидетельствуют о том, что выступает этот спортсмен за Казань. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn. It's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. I'm feeling good. Stars when you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life, it's a new life for me. And I'm feeling good.
Хорошее начало положил соревнованием Искандер Амиров. Такой, назовем его, внезапный фигурист, умеющий удивлять своей цепкостью, потому что то, как он с каскадом начал, я понимаю, что все очень быстро происходит в фигурном каскаде. Не все успели поверить в то, что этот каскад вообще состоится после, и причем это ощущение было после тройного флипа. Это точно. Я после тройного флипа успела быстренько глянуть в заявку, увидеть, что стоит каскад 3-3, вернуться к экрану и подумать, что, наверное, все-таки пойдет в двойной каскад. Вот сейчас мы увидим приземление с тройного флипа. На месте совершенно находится Искандер, но при этом тройной тулуп еще и чисто сделал из этого положения. Такое ощущение, что нас немножко смутило его выезд с флипа, его ничуть не смутило приземление. Прекрасно справился и со всеми элементами, прыжки все чисто, все вращения 4-го уровня. Как же радуют нас сегодня спортсмены вообще. Где Коляда? Да. Когда он так нужен. Ну, надо сказать, что плюсы не такие большие, понятно, у Искандера, но и нет минусов, с другой стороны. Да, многие элементы по нулям оценили судьи, но, тем не менее, да, минусов нет, отрицательных оценок нет, а это уже хорошо. Дорабатывать и дорабатывать всегда есть куда, чтобы получать большие надбавки. Ольга Арбузова, Алина Алексеева, его тренеры и 59,90 балла. почти 60 баллов он набирает. Это стартовый для нас сегодня результат. Далее на льду. Для исполнения короткой программы на лед приглашается Кирилл Андреянов. Кирилл Андреянов с короткой программой из Санкт-Петербурга, школы Москвиной, где с ним работает Вероника Дайнек и Александра Панфилова. Это маска. Конечно же, вы догадались по костюму. Разве нет? They call me Cuban Pete. I'm the king of the rumba beat. When I play the maracas, I go chick, chicky, boom, chick, chicky, boom. Yes, sir, I'm Cuban Pete. I'm the craze, I'm a naked straight. When I start to dance, everything goes chick, chicky, boom, chick, chicky, boom. The señorita says singing and it's sweet with little pero. It's very nice. Oh, what a fight. And when the dancing did ring, a happy ring the delicado, singing a song all the day long. Oh, if you like to beat, take a lesson from Cuban Pete, and that teach you to chicky boom, chicky boom. It's all over, and yes, put your hands on your head. Все кончено, руки за голову, или мы будем стрелять. Дайте свет. But you go, from 4 to 3, man, go from
Сегодня, я надеюсь, день такой замечательный. Кирилл Андрианов тоже выступил прекрасно в своей короткой программе. Ну, мы отлично его помним еще по московскому этапу, где он выступал с этой программой, и мы прям восхищались настроением, но не всеми элементами. А сейчас там феерия уже какая. тогда Кирилл захватил наше внимание своими программами, своими яркими образами. То, как он их на льду воплощает, это, конечно, не может не восхищать. И сегодня вновь прекрасная его программа под маску, и все 4-го уровня, и дорожка шагов, и вращение все, так что с непрыжковыми вновь никаких вопросов, но надо сказать, что и прыжковые элементы он явно подтянул с прошлого этапа, очень уверенный тройной аксель, чуть-чуть на выезде, вот, ногу уже ко льду потянул, но тем не менее сделал, каскад, тройной лут, тройной тулуп, Руки за голову, или мы будем стрелять. сделал, но вот на тройном тулупе не так круто находят. Есть еще над чем поработать. И тройной ридбригер во второй половине программы. Сейчас мы видим на экранах. Без вопросов сделано. Но есть ощущение, что прыжковым элементом это было уже поувереннее, чем на прошлом этапе. То мы там шутили про танцы на льду. Теперь про продолжаем смену вида. шутить. Шутить продолжаем, но тем не менее Кирилл и в прыжках тоже начинает подтягивать свою оценку к своим высоким компонентам, которые у него заслуженно будут очень высокие. У вас это прям классическая шутка. Не прыгает сразу в танцы, начинает прыгать. Не хочешь в танцы. Вот такие качели постоянно я слышу за кадром. Ну, я так понимаю, ты рассказывал, что и тебя тоже постоянно из одиночного пытались выдернуть куда-то в парное. Меня в парное, да, пытались переводить, но... Слава богу, не смогли. Ты молодчина. Отличная оценка. 75-25, и он лидирует на данный момент. Для исполнения короткой программы на лед приглашается Марк Лукин. Еще один крепкий спортсмен Марк Лукин. Виктория Буцаева его провожает на лед.
Тоже молодец. Марк Лукин. Такая программа у него, требующая, осмысленного катания, не просто налево-направо кататься. И в то же время она не позволяет делать какие-то простые решения, да, какие-то эмоциональные, когда можно было бы что-нибудь веселенькое покатать или что-то предсказуемое. Такая концептуальная музыка. Ну и, по-моему, Марку она идет. Идет, и Марк, мне кажется, прекрасно сегодня с ней справился. Что юниорки, что юниоры продолжают нас радовать своими прокатами, чистыми прокатами. Справляются они со своей поставленной задачей. И мне кажется, мы прям видим, как в течение сезона ребята набирают форму. Ошибок становится все меньше. И радует, что это касается не только каких-то прыжковых элементов, которые сегодня, безусловно, на высоком уровне были выполнены. Тройной аксель сложного захода, строек был выполнен очень хорошо, уверенно. Мы не раз говорили, что у Марка очень техничные прыжки. Когда он их делает чисто, это очень красиво выглядит. Тройной ридбергер. Когда он его сделал, у меня прям было сразу же ощущение, что там запас на четверной хватит. Настолько он его как-то пролетно, легко и объемно сделал. Каскад, тройной лутс, тройной тулуп. Тоже не вызвал никаких вопросов. Радует, что работают явно не только над прыжковыми элементами, не фокусируются только на этом, а намного шире смотрят на свои программы, дорабатывают явно и хореографическую составляющую. Сразу видно, что ребята и намного больше включены в свою программу, что у них и сил больше, чтобы не только на технических элементах фокусироваться. И уровни мы видим, что от проката к прокату все время растут, стремятся к максимуму. И оценки растут. Соответствующе, да. Да, и у нас тоже здесь и сейчас. На первом месте Марк Лукин. Хочется, конечно, двигаться все время по нарастающей. Так, наверное, не бывает. Но уж, по крайней мере, бывает так, как было в соревнованиях девушек, когда каждая делала на пределе собственных возможностей. И таким образом мы видели исключительно чистое и ярко выраженное катание, за редкими-редкими исключениями. Илья Неретин на льду. Это, в свою очередь, ученик Евгения Рукавицына, Романа Усатова. Mon Amour, его программа. Dis-moi à quoi tu penses, si tout ça a un sens. Désolé si je te dérange, mon amour. Te souviens-tu de nous, du premier rendez-vous? C'était beau, c'était fou. Je t'aime. Mon amour.
Илья Неретин тоже с такой душераздирающей программой, сердечной и с душой катался, но не помог себе акселем на старте. Как тебе, Аксель? Ну, Аксель — это, пожалуй, слабое место этого проката сегодня было, потому что в целом катался и эмоционально, и явно вкладывался в свою программу, и с остальными элементами справился, но, конечно же, стартовый тройной аксель впечатление подпортил, потому что самый сложный, самый дорогой прыжок в короткой программе, который могут исполнять юниоры, сегодня не покорился. Сейчас посмотрим повтор этого прыжка, что же там пошло не так. Но было видно, что сразу он неудачно у него пошел. Это очень узко крутился и в полоборота недокрут на передний ход буквально приземлился, ставит и недокрут, и падение. В итоге он за этот прыжок, представляете, получит буквально 65 сотых балла, если вычесть еще балл дедакшена. То есть прыжок, за который при чистом исполнении можно получить около 10 баллов. Сегодня меньше одного получает за него Илья. В остальном дальше не бросил программу, все докатал, все доделал. И тройной ридбригер, и каскад, тройной луз, тройной тулуп, вращение, дорожки. То есть программа не выглядела после этого брошенной. Это тоже очень ценно. Ну. Илья Неретин за короткую программу набирает 67. Занимает он на данный момент третье место. Отставание на 10 баллов от Марка Лукина. Ну, это... Тот самый тройной аксель. Тот самый, да, 10 баллов. А вы хороши в математике, Анна. Хороши. Денис Яшин из Свердловской области на льду. Катается под музыку Powerhouse, а значит, должен быть ритм.
Эх, Денис опустил руки, расстроился, головой качает. Ну, понятен его настрой. Денис Яшин. Но не стоит опускать голову. Все через это проходят. Да, соревнования такого уровня собирает чехлы, и весь прям поникший, хочется его, я как отец двоих детей, вот хочется обнять и пожалеть, чтобы... Мне кажется, надо не жалеть, надо поддержать. Поддержать, да, не пожалеть. Сказать, что я ошибся. Ошибки у всех бывают, это опыт, на них учишься, поэтому, ну, сегодня, да, действительно, прокат не удался, что уж тут говорить. 2 падения, на Ридбергер еще старался он удержаться, но из-за того, что вес тела был перенесен уже на руки, поставили дедакшн из-за тройной Ридбергер. И вот за тройной Аксель флип. как красиво сделал. Аксель, да, прекрасно сделал, но флип тоже уже как будто сразу на него шел. Он как-то, мне кажется, с неправильным настроем, уже расстроенный после Ридбергера. Но это правда, это опыт. Надо учиться, во-первых, после неудачи справляться, собираться и докатывать дальше программу в полную силу, не давать себе расслабиться. Ну и во-вторых, конечно, тренировки, еще раз тренировки. Все придет, все будет. А самое главное, что завтра еще день произвольной программы. И нужно просто, да, выдохнуть, забыть этот прокат. И завтра уже с чистой головой, не думая ни о чем, показывать все, на что Денис способен. Программа набирает 44,73 балла. Пока последний результат, конечно, с серьезным, чуть ли не в 2 раза отставанием от первого места. И мы движемся дальше. В завершении этой группы участников Лев Бабык будет кататься. Еще один очень молодой спортсмен, еще моложе, чем Денис. Нижегородская область. Teddy Swims Lose Control.
Вот как, Аня, ты видишь сразу моментально, как первые 2 шага делает спортсмен, что он заряжен на прокат? Вот только Лев Бабык сдвинулся с места, Аня такая: заряженный парень. Где ты видишь это? Ну, это правда было видно по Льву. Мне кажется, с самого начала проката он как струнка такой вот натянутый, заряжен действительно был на этот прокат. И очень четко, как часы, выполнял каждое движение, вплоть вообще до просто поднятия руки или обычного толчка вперед. И сегодня это ему в плюс сработало. Точно так же, как и эти движения, он выполнил все прыжки очень четко, заряженно, точно. Мы видим, насколько он сконцентрирован прям. Двойной аксель. Сделано. Затем тройной ридбергер. Тоже уверен. И вот даже мы видим по выездам, по всему, по движениям, насколько вот он четко прям вот хочет сделать все правильно, на отлично. И это сегодня читалось. Каскад, тройной луц, тройной тулуп. Тоже сделал. Поставили ему неясное ребро на луце. Это не уменьшит базовую стоимость этого прыжка, но от судей он получает минус 24 сотых за это. А как тебе вот выезд тройного тулупа? Мне кажется, что в Магнитогорске поставили бы недокрут. Но он действительно сомнительный, то есть хочется к нему присмотреться, потому что он так как-то немножко в зубчик приземляется, и какая-то запятая такая небольшая читается, но, как мы видим, техническая бригада, все прыжки им поставила чисто. Не исключаем, что они пересмотрели, увидели, что все-таки на замедленном повторе все хорошо, все докручено. Поэтому к докруту никаких вопросов не возникло. 2 вращения 4-го уровня у него. 1 вращение 3-го. 1 третьего. Тоже очень достойно. Молодец. Да. Хорошее завершение первой группы участников. На лед приглашаются участники второй разминки. На разминке находятся Тимофей Бочков, Москва. Владислав Скворцов, Москва. Алексей Ефременко, Москва. Константин Романов, Ивановская область. Александр Чмиль, Санкт-Петербург. Иван Теленков, Московская область. Разрешена 6-минутная разминка. Вторая группа в короткой программе у юниоров на льду. Гран-при России в самом разгаре. Время летит, уже 4-й этап. А некоторые, кстати, еще не выступали. Но я имею в виду 4-й этап у юниоров. У взрослых будет на уикенде 3-й этап. Но мы еще многого не видели в этом сезоне. И очень хочется посмотреть. Но многое уже и увидели. И возрадовались, и расстроились, и удивились. В общем, благодаря Первому каналу мы прямо в гуще событий. И это очень здорово. На льду Тимофей Бочков, еще один молодой фигурист, 14 лет ему. Тренируется в школе «Серебряные акулы». Вот тренер Наталья Балуева. Сколько у нас тройных акселей сегодня мальчики исполняют? Не так много, да? Штуки... Да, многие идут на двойной аксель. 2-3, наверное. Вот у Александра Чмиля будет тройной аксель, по крайней мере, обещан в этой группе разминке участников. только один тройной аксель надо ждать, что на самом деле редкость. У мальчиков самый сложный прыжок в короткой программе, на который можно пойти, это тройной аксель. И, кстати говоря, зачастую на предыдущих этапах большинство шли. Был дело, да. Может, темнят, выйдут и как сделают все тройной аксель. На ваших экранах Владислав Скворцов. Спортсмен, который тренируется у Алимы Гершкович в школе «Конек» Чайковской в Строгино. Еще одна вариация на знаменитую мелодию Мориса Равеля.
выступал в первенстве Москвы, лавров не снискал. Был вторым на турнире памяти Игоря Русакова. Победил в прошлом году на соревнованиях «Енисейская симфония». Звучит очень красиво. Под музыку из рок-оперы «Моцарт» под названием «Моцарт», про жизнь Моцарта, будет кататься Алексей Ефременко. Это еще один ученик Виктории Буцаевой, Евгения Власова с стадиона «Москвич». Мега популярный мюзикл во Франции, посвященный жизни великого композитора. Все в той или иной степени мы принимаем участие в культурном образовании и развитии молодежи. Посмотрит кто-то, как катается Алексей, и спросит, а кто такой Моцарт? И узнает, что есть такая рок-опера. Красивый у него, конечно, был костюм, у Алексея прям не поскупились. На экранах Константин Романов из Ивановской области. С 5 лет катается и мечтает выступить на Олимпиаде, как и его прабабушка, легкоатлетка Мария Сизикова, участница Олимпийских игр 1964 года. Для меня игры 1964 года тоже имеют значение, но только летние, потому что у моего дедушки ученики в борьбе выигрывали в те годы. Как давно это было, мне... Но такая вот связь времен все равно, она всегда важна, чтобы помнили, кто, где, что. Пытаются нам, конечно, немножко эту связь времен нарушить, наши злопыхатели, но ничего, мы ее восстановим. Все будет в лучшем виде. Александр Чмиль и его тренер Вероника Дайнека на ваших экранах. Тот самый спортсмен, который в этой разминке обещает прыгнуть тройной аксель. Ну, 6-минутной разминки уже исполнил. Уже было, уже да? Продемонстрировал. Да. В Москве он был на 10-м месте. Есть куда стремиться. Иван Теленков. Минутка уже осталась. Также из Балашихи тренируются у Марины Дежиной и Станислава Ковалева. Несколько призовых мест у него на соревнованиях в Нижнем Новгороде, в Кирове, на различных турнирах выступал. На первенстве Московской области 4-й был. Какое-то вот юниорское катание на турнире в Казани, прям совсем все молодые какие-то. Прям 13-14 лет. Обычно вот на предыдущих турнирах, как там ребята некоторые были прям огромные, высокие такие. Здесь все очень юные. Для исполнения короткой программы на лед приглашается Тимофей Бочков. Тимофей Бочков. Встречайте на льду с программой под названием «Красивые вещи». Beautiful Things. For a while there it was rough, but lately I've been doing better than the last 4 cold Decembers I recall. And I see my family every month. I found a girl my parents love.
So come and stay the night, and I think I might have it all. And I thank God every day for the girl He sent my way. But I know the things He gives me, He can take away. And I hold you every night, and that's a feeling I wanna get used to. But there's no man as terrified as the man who stands to lose you. Oh, I hope I don't lose you. Please stay. I want you, I need you, oh God. Don't take these beautiful things that I've got. Please stay. I want you, I need you, oh God. Don't take these beautiful things that I've got. Please don't take. I found my mind, I'm feeling sane. It's been a while, but I'm finding my faith. If everything is good and it's great, why do I sit and wait till it's gone? Oh, I tell you, I know I've got enough. I've got peace and I've got love. But I'm up and I'm thinking I just might lose it all. Please stay. I want you, I need you, oh God. Don't take these beautiful things that I've got. Please stay. I want you, I need you, oh God. Интересный парень Тимофей Бочков. И как мы как в воду глядели, предполагали, что кто-то из спортсменов темнит и ставит у себя в протоколе двойной аксель, а готовится прыгнуть что-то другое. Что-то. Да, сюрпризы все-таки случились. И сюрприз сегодня был от Тимофея. Заявки двойной аксель, но при этом пошел на тройной аксель и очень уверенно его исполнил первым элементом. Уже на 6-минутной разминке у меня закрались сомнения, что разминает он не двойной аксель так усиленно и усердно. Молодец, молодец, сказал тренер. Да, превзошел он наши ожидания в первой половине программы. Сейчас посмотрим на тройной аксель. Ну, у него такой стиль катания, как будто бы расслабленный, томный фигурист. Ну и также, как будто бы расслабленно он прыгнул этот тройной аксель, хотя мы, конечно, понимаем, что огромная работа за этим простояла, но положительно удивил нас в первой половине программы, но во второй половине программы, где в заявке стоял каскад 3-3, тройной луц, тройной тулуп, по-видимому, с тройного луца чуть корпус спереди, скорости немного, и он лишь двойной тулуп прикрепил к этому луцу, поэтому вот в первой половине набрал побольше баллов, чем заявил, во второй чуть поменьше набрал, конечно, чем в заявке было, но нужно дорабатывать так, чтобы и там, и там. Некоторые фигуристы вот нам показывали в предыдущей разминке, умудряются вообще с места тройной прыгать, и ничего. Это тоже навык полезный. Да, можно побороться. Ну, молодец. В любом случае, наверняка в плюс ему пойдет этот прокат с таким тройным акселем. На 4-м месте он на данный момент. Отставание 13 баллов от лидера Марка Лукина. Для исполнения короткой программы на лед приглашается Владислав Скворцов на льду. Москва. Вот тренер Алима Гершкович его выводит на лед. Последние наставления перед короткой программой «Болеро».
Владислав Скворцов. Еще один Владислав фигурист в Скворцов. сплошных плюсах. Но под пересмотром судейской бригады, которая в том числе охотится за его каскадом тройной луц, тройной тулуп с целью определить, что там было не так. Очень достойное выступление, если говорить про каскад, который будут пересматривать. Даже интересно, что они там смотрят. У меня лично по докруту точно никаких вопросов не было. Очень такой пролетный, уверенный, красивый каскад. Очень технично исполненный был. Давайте дождемся все-таки техническую бригаду. Начал вот с тройного ридбригера прекрасно. Как мы видим, спортсмен не шел на тройной аксель. С двойным акселем выступил, но со своей задачей справился. А это самое главное. Во второй половине программы вот как раз каскад. Тройной лут с двумя руками наверх на хорошей скорости. Тройной тулуп тоже прекрасно с двумя руками наверх. По докруту никаких вопросов. Думаю, что, возможно, ребро пересматривала техническая бригада, но отпустили, все чисто оставили, никаких понижений не будет. Из минусов дорожка шагов. Вот исполнена на первый уровень. Это значит, что очень многие шаги, повороты не засчитали Владиславу. Есть над чем поработать. Над вращениями тоже. Одно вращение комбинированное второго уровня, прыжок на вращение третьего уровня. Так что за этим тоже нужно последить, поработать. Но общее впечатление очень положительное оставляет своим прокатом Владислав. Очень неразговорчивые все спортсмены. Если даже что-то и говорят, то очень-очень тихо, не можем ничего разобрать в Kiss and Cry. Единственную фразу, которую мы разобрали несколько минут назад, это когда тренер Тимофею Бочкову сказал: ну ты возьми с собой хоть что-нибудь из Kiss and Cry, ты куда что ушел, я все за тобой тащу. Вот это мы услышали. А приветов что-то совсем сегодня не слышим. Но, может, еще услышим. Все такие скромные и тихие. На пятом месте после короткой программы Владислав Скворцов на данный момент. Алексей Ефременко, Москва. Алексей Ефременко вместе с Викторией Буцаевой у бортика. И сейчас будет программа на музыку из рок-оперы «Моцарт», повествующей об одном из периодов жизненных великого композитора. Шум ночи от слишком звонких фраз, этот скучный бал, мой кошмар. Но в тиши слышны мне крики зла. Я ищу твой взгляд среди теней, слышу, как во сне сердце стон. Я среди тех роз, что пленят меня, в сердце только боль, но не смею я провести рукой слезы по щекам. Ты живи, любовь моя. Скучаю я по ночам, вечерам. Я не знаю, как жить без тебя. Проклятие роз и слезы по щекам, а жизнь идет, вновь верю я.
в нее аромат тех роз. Теперь понятно, почему у Вольфганга Амадея такая красивая музыка получалась. Потому что благодаря этому мюзиклу мы слышим, как он страдал. А все должно быть выстрадано. Что касается катания Алексея, то он был прям молодец. И это здорово, то, что учат в школе Буцаевой и Власова вот так тщательно подходить к каждому элементу, все делать. Класс! Да, Алексей сегодня свою программу, свой прокат не выстрадал, он его Да, сегодня он-то вообще хорошо на высоте красавчик. Справился, не пошел на тройной аксель, набор прыжков не максимальный, но при этом то, на что он пошел, он сделал очень и очень хорошо. Справился с поставленной задачей. Тройной ридбергер очень высокий, между прочим, с запасом исполненный прыжок. Уверена, что хоть не было и тройного акселя, ну вот и двойной аксель на большой высоте выполнены, тройные прыжки. Уверена, что работа над и тройным акселем, и четверными активная ведется, что в скором времени мы сможем наблюдать и на соревнованиях эти прыжки. В второй половине программы каскад, тройной луц, тройной тулуп. Луц очень уверенный, тулуп как будто бы чуть-чуть пришлось ему так побороться на выезде, уже не с таким запасом исполнен был тройной тулуп, но тем не менее исполнен. Ну, Мы уже так балл придираемся. плюс это он Да. получил, да. Это мы уже немножко придираемся. Мы любим. Вращение, четвертый, третий. Прыжок во вращение, что-то он где-то не додержал. Дорожных шагов третьего уровня. Очень хорошо ее исполнил, хорошо ее оценили по достоинству. И сразу, мне кажется, он в ней как-то и программу раскрыл. Он бы, Лучше- наверное, сделал бы заключительное вращение на 4-й уровень, но что-то вот время уже заканчивалось, да? Есть такое? Да, заканчивалась музыка, как будто поторопился, немножко не доделал. Ну, дорожка прям очень понравилась, доделал все прыжки, и прям со всей мощью так поехал ее доделывать. Отлично. У Алексея третье место на данный момент. Он отстает на 10 баллов от Марка Лукина. Программа на лед приглашается Константин Романов. А на льду Константин Романов из Ивановской области. Под пение трио «Эль Воло» и песня «Гранд Аморе». Он будет кататься в своей короткой. Chiudo gli occhi e penso a lei, il profumo dolce della pelle sua, è una voce dentro che mi sta portando dove nasce il sole. Sole sono le parole, ma se vanno scritte tutto può cambiare, senza più timore te lo voglio urlare, questo grande amore, amore. Solo amore è quello che sento. Dimmi perché quando penso solo a te. Dimmi perché quando vedo solo te. Dimmi perché quando credo solo in te. Grande amore, che mai, che non mi lascerai mai. Dimmi
возмущен собой Константин Романов и сложившейся ситуации, а также, я думаю, в какой-то мере несправедливости жизни. Вот так вот готовишься, а потом выходишь, и то, что получалось, а я думаю, что оно получалось, и сейчас не пошло. И настроение упало ниже плинтуса. Да, это, конечно, всегда обидно, когда проделана большая работа, и, видимо, да, как разочарован этим прокатом Константин. Ну, в спорте, к сожалению, такое бывает, взлеты и падения. И самое главное всегда после этих падений вставать, идти дальше и работать над собой, чтобы больше такого не было, чтобы дальше выходить с прокатов только с улыбкой, с позитивом и не разочаровываться. Вот начал он сразу, как будто чуть не в ногах был, тройной ридбергер, степ-аут. Такое ощущение, что вот именно какой-то вот высоты физически ему чуть-чуть не хватало. Сегодня вот он как-то не в лучшей форме находился. Тройной снова степ-аут, еще и ребро на нем находит, еще и недокрут, еще и каскад там должен был быть. Но не сделал он этот каскад, поэтому, конечно же, очень много... Ну, здесь про баллы и говорить не стоит. Конечно, очень много он теряет, и лишь одно вращение исполнено на 4-й уровень. Не получилось. Сегодня не получилось, но, значит, нужно что-то поменять в подготовке, в настрое, чтобы получилось завтра, чтобы получалось на других соревнованиях. Вот так немножко над ним тренер Александр Алтухов подтрунивал, когда ну, и как будто вернулся спортсмен Константин. сам после этого заулыбался. Может, действительно нужно немножко уже отпустить ситуацию, чтобы завтра с новыми силами, с чистой головой сейчас уже голову себе не грузить. Да, ну просто он так сокрушался мощно, что это не могло у его ценящего своего фигуриста-тренера не вызвать какого-то вот легкого умиления все-таки. Потому что сокрушаться, это, конечно, тоже надо уметь. Знаешь, уже программа закончилась, а ты еще секунд 30 ездишь по катку и сокрушаешься. Это эмоции. А некоторые, наоборот, настолько собраны, сдержаны, как бы прокат не закончился, а он едет с железным лицом к бортику, делая вид, что ничего не произошло. Не поймешь даже, как лучше, как хуже. В любом случае, все ребята разные. Константин Романов занимает предпоследнее место. Конечно, результат очень-очень невысок. Для исполнения короткой программы на лед приглашается Александр Чмиль. А на льду Александр Чмиль. Санкт-Петербург. Здесь с ним работают Вероника Дайнека и Александра Панфилова. Катается он под современную обработку знаменитого произведения Листа и Паганини «Кампанелла».
настойчивая такая музыкальная композиция, прям как вбивает в тебя что-то. Тун-тун-тун-тун, давай, 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 делай. И Александр, мне кажется, с одной стороны, и рад бы уже, но ему вот чего-то не хватает во второй части программы. Но при том, что круто начал, да? Да, вновь здорово начал, и посмотрели мы его протокол с первого этапа, где он выступал, и заметили интересную закономерность, что и там вот было ощущение, что так хорошо начал, так хорошо едет, тройной аксель сделал, и второй прыжок сделал, а во второй половине вот каждый раз вот эта вот неожиданная ошибка, при том, что уже поменяли немножко программу. Начал он с тройного акселя, как и на прошлом этапе, но раньше он вторым прыжком исполнял ридбергер, а во второй половине был каскад, тройной лут с тройной тулуп. Сейчас они перенесли каскад в первую половину, видимо, чтобы увереннее его выполнить, потому что именно на нем в прошлом этапе была ошибка, падение с тройного тулупа. И здесь он сделал, уже, казалось бы, справился. Тройной аксель и каскад, тройной лут с тройной тулуп. Остался всего-то тройной ридбергер, и вот здесь мы видим это падение абсолютно какое-то досадное, обидное, потому что есть, да, и технически он сразу не дотолкнулся в прыжок, корпус весь спереди был, и вот такое падение, хотя... не ожидаешь после такого качественного исполнения прыжков в первой половине, ошибки во второй. Может быть, если вновь ошибка во второй половине, хотя уже и прыжки поменяли расстановку, может, концентрации, да, не хватает, или как-то физически где-то чуть-чуть. Зато он повысил уровень второго вращения и дорожки шагов на один уровень, но понизил уровень в последнем вращении. Так вот стабильности какой-то немножко не хватает, но тем не менее хорошие оценки. Он на третьей позиции после короткой программы на данный момент. Мы помним, что впереди еще 7 участников у нас. Последним в этой группе участников будет кататься Иван Теленков. Это Московская область. Такая интересная танцевальная композиция.
И это был танец, это был прямо зажигательный танец. Почувствовалось с самых первых ноток этой программы, что Иван должен зажечь, он это сделал. Боролся невероятно. Вот я всегда говорю, что зажигается красный квадратик, когда судьи ставят минусы. Ну да, понятно, что они поставили минусы, но по сути-то как он поборолся. Конечно, ему тренер сейчас скажет, какой ты молодец, взял, вытащил, хотя оно не должно было ни в коем случае получаться. Без улыбки невозможно было, да, смотреть эту программу от Ивана. В хорошем смысле этого слова. Да, с какой экспрессией он все делал, при этом как боролся за каждый элемент, действительно. Каскад, тройной уст, тройной тулуп. Тяжело вот прям, да, этот тулуп шел, но как он его вытащил, вырвал, и, мне кажется, в глазах вот читалась эта уверенность, что я вот сделаю все, и каждый элемент на максимум, насколько это возможно, поборолся везде. Хотя вот, конечно, техническая бригада находит к чему придраться. Хоть нам бы и не хотелось говорить об ошибках, но вот на каскаде тройной уст, тройной тулуп находят и ребро неясное, ребро неверное. Неверное ребро находят и недокрут на тройном тулупе в полоборота. Все ошибки есть, но, мне кажется, то, с каким рвением он вот каждый элемент делал и доделал все шаги, это вот точно заслуживает наших аплодисментов. Потому что много аспектов, да, всегда в катании. И один из них — это бойцовский характер, когда ты вытаскиваешь это, и таким образом проявляется твой характер, а потом уже, ну, ты подтягиваешь технику. Он попросил. А еще Юля. Целый список на приветы Заявки был, да, у Ивана. Никого не забыл. Целых 2 человек. Все вращения на 4-й уровень выполнил. Да, 4-й в итоге. Нет, вот сейчас понизили одно вращение, ага. а 3-го, эх, чуть-чуть не хватило. Занятный разбор. Ну что, завершилась 2-я группа у нас, и впереди одна только разминка осталась. Сейчас Ивану поставят его оценки, будет заливка льда, и продолжим. Там ты еле-еле, да, там плюсов нет. 7 там нет. Нет, ну там давай возьми, вот сколько-то не хватало. 8. Вот если по часам не хватало. Может, по часам? Вот если брать по часам. Нравятся такие разборы прокатов, слушать по горячим следам. Классно. Ну, он 10-й, конечно, там понятно, почему не добрал. Все это очевидно. Но парнишка молодец. И яркий, и поборолся. До встречи после заливки.
it's dangerous. You will now entertain us. I feel stupid and contagious. Here we are now. Внимание, соревнования продолжаются, и на лед приглашаются участники третьей разминки. На разминке находятся Михаил Клепацкий, Санкт-Петербург, Эдуард Карартынян, Москва, Макар Солодников, Пермский край, Илья Мальков, Республика Татарстан, Ильяс Халиуллин, Республика Татарстан, Роман Хамзин, Санкт-Петербург. Объявляется 6-минутная разминка. You broke my heart, so I crushed your car. You say you're sorry, well I bet you are. Ha 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 ha. And blah 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 blah. I hate your face, but I like your mom. Заключительная группа участников в короткой программе юниоров на Гран-при России уже на льду. Ну и мы очень-очень ждем, потому что интересно, как распределятся результаты после короткой программы. Много очень хороших программ мы увидели, хороших выступлений, элементов. Все ребята очень разноплановые. Выглядит увлекательно. Ну и в заключительной разминке большинство ребят пойдут на тройной аксель. Наконец-то. Исполнять самые сложные. И не будут темнить, да? Да, Как самые некоторые. сложные наборы в короткой программе будут исполнять все, кроме Михаила, который будет открывать эту группу участников. Да, вот он на ваших экранах, Михаил Клепацкий из Санкт-Петербурга. На Гран-при в Магнитогорске 9-м был ученик Юлии Кулебановой и Марианны Кривенко. Ну что ж, может быть, постарается взять чем-то другим в своем катании. Не всем же прыгать тройной аксель в юниорах. Всему свое время. Эдуард Карартынян на ваших экранах. Этот спортсмен тренируется у Светланы Соколовской, Виталия Бутикова и Станислава Захарова в Москве, в школе Татьяны Навки. В такой курортной рубашке будет кататься, создавать Очень нам... фигурист, да. Да. Помимо прыжковых элементов, всегда очень у него интересные программы, хореография. Будет давать нам летние ощущения какие-то. Такая музыка играет на разминке, что прям решили под конец дня вам рок зарядить капитальный. Интересно. Макар Солодников из Перми. Еще один ученик Екатерины Потласовой и Алексея Гловацких. Бронзовый призер первенства России, когда он с 12-го места в короткой ринулся и с четверным тулупом, еще одним и тройным акселем взлетел с 12-го места на 3-е. Вот у человека судьба и перегрузки в соревнованиях. Молодчина. Стряхнул оцепенение после короткой и вышел на произвольную со свежей головой. Илья Мальков представляет Казань, Республику Татарстан.
где одним из ведущих тренеров является Людмила Гафарова. Работает вместе с Илоной Бекметовой. Тоже прыгает. Кучу четверных. Дружная казанская команда выстроилась. В кои-то веки можно всем собраться здесь, на льду. Поруководить мальчиком всем вместе. Езжай туда, нет, езжай туда, прыгай то, нет, прыгай все. Шучу. Конечно, это слаженный тренерский коллектив. Зачастую просто со спортсменами может приехать один тренер из тренерского штаба, если какие-то переезды. А здесь все-таки родная Казань, и вот весь тренерский штаб у бортика собрался. Такой ответственность дополнительная. Да, очень красивый штаб, надо заметить. Солидно красивый. Ильяс Халиуллин также представляет Казань, Республику Татарстан. С ним Ольга Арбузова, Алина Алексеева. Неоднократно побеждал на всероссийских и межрегиональных соревнованиях, в частности, на турнире Горшкова, на мордовских узорах. Было это, правда, уже давно, время летит. В Магнитогорске он был 11-м. В короткой, приличный был у него результат, но, тем не менее, борьба-то идет очень плотненько. Там зачастую каждая десятая на счету, поэтому разбрасываться баллами не приходится. Тем более, когда это короткая программа у юниоров, здесь нет четверных. Вот, кого мы видим. Алексей Николаевич Мишин впервые в этом сезоне встречаем в трансляциях этапа Гран-при. Слышу, приветствует его и публика. Алексей Николаевич здесь с Романом Хамзиным, который будет завершать эти соревнования, и группу, и вид, и день. В общем, все на свете. Ответственный старт для Романа. Для исполнения короткой программы раз сюда пожаловал сам профессор. Михаил Клепацкий откроет эту группу участников. Болельщицы неистовствуют на трибунах, а мы ждем короткую программу под музыку Thunderstorm Artis Stronger. Call me a fool for thinking maybe I could get over, or I could be stronger than the fear in my mind. See, Mama always told me I was meant to be a light in the darkness, but I feel like the candle waiting for a flame. And she said, keep on getting stronger, keep on getting wiser, my dear. Don't give in to the forces, don't succumb to your fear. Oh, sing with me now for the change I can become. Oh, sing with me now for the change that's just begun. But do you see me, oh Lord, when I look to you for an answer? I need you to tell me how to carry on. And he said, keep on getting stronger, keep on getting wiser, my dear. Don't give in to the forces, don't succumb to your fear. Oh, sing with me now.
just begun. Михаил Клепацкий серьезно откатался. Михаил Может быть, даже слишком серьезно. Иногда не хватает мальчикам в этом напряжении такого какой-то легкости, чуть какого-то даже, азарта. Здесь даже что интересно, что как будто в исполнении элементов эта легкость присутствовала. Да, кстати. А именно в катании вот он был очень прям, сосредоточен, очень сдержан. Да, эмоционально, но элементы при этом прекрасно исполнял с такой завидной легкостью. Нету тройного акселя и в заявке, и в исполнении. Вот двойной аксель, с которого он начал эту программу. Затем был исполнен тройной ридбергер. И во второй половине каскад, тройной ус, тройной тулуп. Тоже так легко он был исполнен, словно никаких усилий ему не стоит исполнять эти прыжки. Сейчас на ваших экранах тройной луц, очень пролетный, на хорошей скорости. Тройной тулуп, прекрасно. Поэтому как будто очень хочется добавить к такой легкости исполнения еще, наверное, вот ту же самую легкость в катании и, наверное, умение ярче подчеркивать исполненные элементы, потому что очень хорошо он их исполняет, и чтобы получать как можно больше надбавки за эти прыжки, просто их вот ярче презентовать судьям. Михаил Клепацкий за короткую программу набирает 70,10 балла. 4-е место. Участник занимает 4-е место. Очень достойный результат. И очень достойные, кстати говоря, все непрыжковые элементы тоже. На лед приглашается Эдуард Карартынян, Москва. На льду Эдуард Карартынян из школы Соколовской. Black of peas came to make it hotter. We beat the box starter. Bubbling up just like lava, heated like a sauna. Penetrating through your body armor. Rhythmically we massage ya. With hip hop mix up with samba, with samba. So yes, y'all. You know we never stop, we never rest, y'all. The black of peas will keep the funky fresh, y'all. And we won't stop until we get y'all. Till we get y'all. Say it. Peter Piper pick peppers, but jam rock rhymes. 1, 2, 3, 4, several times. Heavy rotation played by every kind. Radio station blessing every mind. We crossing boundaries like every day. You Bobby in the on the bay. We got tab magnification, tab magnify like every day. Let's go. We gonna run. Check it out.
это очень необычный выбор музыки, когда, ну, она максимально расслабляющая, такая чилищая, драйвовая, как будто катайся не хочу, вот просто получи удовольствие и поедем обратно домой. Здорово, но тем не менее, это сложнейшая работа, то, что делает на наших экранах Эдуард. Да, катать такую программу, под которой всем хочется расслабиться, но при этом исполнять сложнейшие элементы, это тоже нужно уметь, и у Эдика это сегодня точно получилось. Его, конечно, лучезарная улыбка заражала нас весь прокат. Он вот, не зря мы говорили на 6-минутной разминке, что он не только спортсмен, он артист на льду, как он презентует свои программы, с какой экспрессией, с какой энергией, но при этом тройной аксель. Прекрасно, чисто исполненный. И сразу начинает зажигать. Затем тройной ридбергер и каскад во второй половине. Тройной лутс, тройной тулуп. Тоже по прыжкам он сегодня прекрасно справился. И надо признать, что с непрыжковыми тоже. Да, вообще все 4-го уровня. Ну, вот последнее вращение сейчас, я смотрю, да, пересматривают. Но, тем не менее, дорожка 4-го уровня. Это второй человек за сегодня, кто получает дорожку 4-го уровня. В юниорах это вообще редкость. И Эдик абсолютно заслуженно ее получает, потому что и работа корпусом была очень активная во время дорожки шагов. И он прям было видно, как он доделывает. Каждый поворот, каждый блок, все делает. Так что сегодня он прям справился, видим его эмоции. Радуемся вместе с ним и желаем ему в произвольной вот такого же задора, драйва, уверенности. Набирает 79,25. Абсолютнейший драйв, и он на 2 балла с лишним больше получает, чем Марк Лукин. Сейчас лидирует очень... Как приятно. А тебе передам привет. Это действительно приятно. Очень долго Марк Лукин лидировал в этих соревнованиях, выступал он одним из первых. Но вот ближе к завершению Эдуард его обогнал. У нас новый лидер, а впереди выступление Макара Солодникова. Пермский край. Реальность режет меня как нож, так называется. Ой, нет, гладиатор, гладиатор.
Макар Солодников. Снова у нас чистый прокат. Макар Солодников. И большие плюсы в катании, и хорошие эмоции, да. Хоть и пересматривают судьи там кое-какие элементы, но это не видно тем, кто находится на стадионе. Это уже нюанс. Да, даже тренеру не видно. Но тренеру видно что-то другое, что там было исполнено или не исполнено. Всегда очень радостно видеть, что спортсмены сами довольны своими выступлениями. И вот победный жест Макара нам после его проката об этом сказал, что он сегодня со своей задачей справился. И давайте уже смотреть, разбирать этот прокат. Тройной аксель стартовый. Ну а почему здесь быть недовольным? Прекрасно. Очень чисто исполненный на большой скорости. Тройной ридбергер с руками наверх. Огромная высота и запас на этом прыжке. Очень качественное исполнение элементов. Нельзя не отметить. Вращение первое на третий уровень выполнено. То есть что-то чуть-чуть где-то были какие-то неточности. Но затем каскад, тройной лунструйный тулуп тоже с руками наверх. Очень уверенно. На хорошие оценки от арбитров он исполняет все элементы, то есть все элементы в программе в плюсовой зоне, причем такой очень серьезной плюсовой зоне. Здорово, Да. что у него получилась короткая программа, да. И парень, он боевой, может хорошо подняться по результату по сравнению с прежними какими-то этапами. Да, я думаю, сейчас будет очень серьезная оценка за короткую программу, и борьба за тройку лидеров продолжается активно, даже по итогам первого дня. Макар Солодников за короткую программу набирает И 78,44. 78 баллов — это всего лишь на полбалла меньше, чем у Эдуарда Каратыняна. Вот так вот. Заключительная группа участников нас Илья Мальков, разогревает такими напоследок мощными прокатами. Здорово. Вот это настройка, да, от тренерской команды Казани для Ильи Малькова. Призер первенства России среди юниоров на ваших экранах. My heart is on fire, my strength in vain. I'm no more inspired to live pain again. I feel waves of tears rushing over my chest. Breathless, I fall to the ground. Now what do? 'Cause reality cut me like a knife. But now I do. Now what do? 'Cause reality cut me like a knife. But now I do. But now I do. That either is not gold. Life is made of highs and lows. You know the road. When you fall down, pick yourself up. Keep stepping on. March along. On the right side, I'm talking on. Do the light, you're living the light. Answer to minus to me what's inside of me. Inside of me. Adios. Adios. Adios to your afternoon. Tonight I'll be forever following the Colosseum moon into a certain room. Adios. After all, that's not how you regret. If you want to mistakes I made.
So let the lesson be mine. Let the lesson be mine. The decision is mine. Let the lesson be mine. Cause the vision is mine. The decision is mine. Let the lesson be mine. Cause the vision is mine. Илья Мальков. Много вижу, что элементов на пересмотре Илья у судей. Мальков. Но, конечно, Илья тоже вложил свою копеечку в сегодняшние прокаты, за которым следишь с большим удовольствием, ахаешь и думаешь, как все-таки здорово парень сражается. Смотри, как понравилось тренерам это выступление. Это точно. Прокат сегодня был в борьбе. Прям не сказать, что все получалось само собой и очень легко. Он катал явно с заряженной такой, с эмоциями, с энергией. Прям боролся. Вот видим тройной аксель, что приземление такое немножко на полную стопу, в небольшой недокрут. И техническая бригада тоже отмечает этот недокрут в Но четверти ворота. хореографически зато выкрутился, мне Да, кажется. и как вот будто это так и тяжелое должно было быть. приземление, которое, возможно, могло бы обернуться сражением за то, чтобы упасть или не упасть, в итоге вывернулось в интересный хореографический элемент, за что, конечно же, спасибо Илье, который вот настолько, да, сражался за каждый элемент, что не хотел даже показать, что где-то, возможно, были какие-то неточности. И дальше уже по прокату прям таких каких-то ошибок или вопросов особо нет. И даже все элементы, которые были на пересмотре, сейчас уже отпускает техническая бригада. Все вращения на 4-й уровень исполнены. Тройной ридбрикер, каскад, тройной луз, тройной тулуп. Все чисто оценивают. И дорожку шагов на 3-й уровень. Прекрасно. Очень и очень достойный прокат. И своих тренеров, которые в полном составе, сегодня Илья не подвел. Да. Думаю, что должна быть очень достойная оценка и заявка на сильнейшую разминку в произвольную программу. Будет справедливо. На данный момент у нас вот прямая зависимость технической оценки, практически прямая зависимость технической оценки и места в таблице, то есть у кого лучшие элементы были, вот у Солодникова на первом месте 42-37, у Карартыняна 42-17 и у Лукина 42-19, то есть вот прям вплотную, и они все трое наверху. Хотя компоненты у них там разнятся. И компоненты у Карартыняна, конечно, выше всех на данный момент. Ну вот у Малькова отставание по элементам на 5 баллов, да, и он разместился пока что на 5-й позиции. Может попасть в финальную разминку, может не попасть, но заявка была, конечно, мощная. А на льду Ильяс Халиуллин. Еще один казанский спортсмен катается под песню «Я всегда буду любить тебя», но в миноре.
Ильяс Халиуллин. Ильяс Халиуллин. Прямо один прокат лучше другого, и все в высочайшем уровне оценено и эмоционально, и по настроению, и по подаче. И так жалко, что так мало зрителей сейчас в Казани. Вот в Магнитогорске вы показали, что такое юниорские соревнования. И объятия с тренером, и столько эмоций в этом во всем, как выложился спортсмен. Да, Класс. Илья сегодня сразил наповал своей короткой программой. Это видно и с технической точки зрения, и с эмоциональной тоже, насколько он вложился в эту программу. И вот какой он звонкий был, вот хочется сказать. Посмотрите на эти прыжки, как он взмывает в воздух, как по щелчку вообще на огромную высоту, и как четко он их исполняет. Очень нравится техника исполнения элементов, как все вот именно звонко, четко. Как будто пружинка его туда выталкивает наверх. И при этом получает он все 4 уровни за непрыжковые элементы. Каскад тоже, посмотрите, тройной луз, тройной тулуп. Я прям смотрю на эту технику и понимаю, что как будто бы любой 4-й прыжок ему тоже подвластен, если потренироваться, поработать над этим. Любопытно, что в Магнитогорске-то вот он как раз на 11-м месте оказался. Может быть, ему и не нужны трибуны. Что магнитогорский аншлаг, может быть, и мешал. А здесь чувствовал себя спокойно, как на тренировке. Лишнего волнения не было. Ну, я, конечно, утрирую, но, опять же, это второе выступление. Может быть, по-другому уже настроился. Здорово. Очень сильное выступление. Уверена, что его оценят по достоинству. Но у него по технике получается наивысший сейчас балл. А вот и оценка. Да, ничего себе. Смотрите, как все рады. Надо заслуженно сегодня. Да, и это же Казань тоже. Это же родные стены. Завтра с таким же настроем в произвольную. Представитель Класс. Санкт-Петербурга Роман Молодчина. Ну а в завершении Роман Хамзин из Санкт-Петербурга. Ученик Алексея Николаевича Мишина будет кататься под адажо в исполнении Димаша. Where to find you? I don't know how to reach you. I hear your voice in the rain. I feel you under my skin. Within my heart and my soul, I wait for you. How would the night without you? All of my dreams surround you. I see any touch of pain. Fall into your embrace. Let the time is now.
Роман Хамзин завершает эти соревнования тоже на высокой ноте, причем в прямом и в переносном смысле, потому что Димаш своим сумасшедшим голосом эту финальную ноту высокую берет. И как все-таки вытянулся мальчик, да? Да, очень повзрослел Роман, и вытянулся он и в рост, и надо сказать, что и в катании очень сильно прибавил с точки зрения подачи образа, интерпретации своей программы. Мне кажется, что здесь тоже вот это вот взросление сделало свое дело. Сразу мы видим, что уже такой прям взрослый молодой человек на льду. Ну и не мудрено, что даже при таком сумасшедшем физическом росте он поддерживает эту техническую целостность, потому что мы видим, что даже на каток его выводит не только Алексей Николаевич Мишин, который и сам по технике ого-го как работает, так еще и с ним человек, который ОФП подтягивает у всех спортсменов «Звездного льда» и Мишинской группы, Егор Челошкин. Вот. Да, прекрасно он, несмотря на то, что мы как раз обсуждали, как он вытянулся, справился и с технической частью. Тройной аксель, с которого он начал свою короткую программу, затем тройной ридбергер и каскад во второй половине, тройной луз, тройной тулуп. Все прыжки на высшем уровне выполнены. По уровням вопросы только к заключительному вращению. Третьего уровня его поставили, оценили. То есть, возможно, где-то позицию не додержал. Но вообще очень приятное впечатление от этого проката. И очень интересно наблюдать за тем, как спортсмены от сезона к сезону взрослеют, растут, да, и набирают все больше навыков. Крокодил так вальяжно расположился на коленях, но Алексей Николаевич сдержан и крокодила не гладит. Ну что ж, результат на ваших экранах. По технике есть кое-какое отставание у Романа Хамзина от лидеров на данный момент, и он занимает 4-ю позицию с довольно-таки высокими оценками за компоненты. Очевидно, что самые высокие оценки за компоненты у Эдуарда Каратыняна. Он, конечно, нас сегодня абсолютно покорил этой своей программой, настолько легкой, настолько курортной, что вот, ну, это кем надо быть, чтобы при такой сложной задаче создавать такую иллюзию легкости? Ну, просто хочу сказать вслух, гением. Можно в завершении дня сказать. Но он реально гений. Как это? Но это очень высокий уровень профессионализма. Артистичности, быть, да. Артист с которой нужно родиться. Молодчина. Огромное спасибо вам, дорогие друзья, за любовь к фигурному катанию. Сегодня наши трансляции завершены. Это казанский юниорский этап Гран-при. Огромное спасибо тебе, Анечка, за максимально подробные, максимально объективные оценки всего, что мы видим. Это бесценно абсолютно. И вам спасибо, Василий, и спасибо всем, кто нас сегодня смотрел, слушал. И до встречи завтра, где уже будет главная интрига этих соревнований среди юниоров. Спасибо.